Так, окей. Все окей. Все окей. Вроде бы везде, где можно, под этого оставил. Так. Угу. Итак, игра называется Енотрия. Да. Короче, про страну енотов, но на самом деле про страну актеров или что-то в этом роде. Я, короче, тестовый этот запускал, там походил, попегал, и нормально, прикольная игра. Подумал, действительно стоит постримить. Да. Давайте начнем. Пропустить обучение. Ну, давайте не будем, наверное, пропускать. Там просто немного непонятно и сложно в некоторых моментах. Короче, тут есть какая-то странная система с репликами. Короче, ну, блин, это смотреть надо прям. Я не понял, если честно. Там есть какое-то особенное состояние, которое сбивается чем-то еще. Не понял даже чем. Так, потом прозвучала первая нота. Первобытный звук, который некому было услышать. Музыка породила сама себя, став зеркалом реальности. И тогда музыка создала людей, чтобы они могли ее слушать. Люди же, в свою очередь, изобрели искусство, дабы воспеть о них. Они породили жизнь своим собственным богам и кем-то еще. Боги столь же несовершенны, как их создатели, пали жертвой темных стремлений, присущих человечеству. Окей. Человечество поднялось на гору, сложенную из павших богов, и объявило себя вершиной мироздания. Немногочисленные бунтари открыли способность искусства формировать реальность по своей воле. Пульчинелло Менестрель перемен. Арлекино король театра. Капитан Спавента солнце меридиана. Панталоне торговец судьбами. Баланцоне вестник знаний. Коломбина святая сцена. Авторы написали Канаваччо, сценарий пьесы, сценой для которой было все мироздание. Вот так Канаваччо обрек мир и его обитателей на вечную стагнацию, спрятав всех за маской и навеки связав рамками. Охереть! В мире масок лишь тот, кто лишен роли, может выбирать свою судьбу и вырвать мир из схватки застоя. А как это быстро читать-то вообще? Вот, ну, в принципе, как это делать? Я не понимаю. Ладно, то, что озвучено, я читать не буду, пожалуй. Ну, вслух. Лишенные маски. Стоишь из сет. Сцена готова, мне сказали. Ну, вот так вот. Играем за манекена. Нас сейчас просто учат, как сражаться. Легкие атаки. Сильные атаки. Безупречный сосуд перемен. Древо песен принесло много плодов, но все из них смогли выбраться. Что?
Тут какое-то описание лора мира открывается по мере того, как ты убиваешь людей. Древо песен принесло много плодов, но все из них смогли выбраться из леса. Эти жалкие пустые оболочки не способны сыграть хоть какую-нибудь роль. Служат напоминанием о том, что между жизнью и существованием есть фундаментальная разница. И разница — это наличие цели. Увы, обретенная ими цель оказалась не той, о которой они мечтали. Теперь они скитаются, потерявшие путь бессмертные бродяги, навсегда застрявшие в колыбели перемен. Настанет день, и один из них станет избранником. Он сможет реализовать свой потенциал и вырваться из этого замкнутого мира. И тогда несчастные сосуды осознают свое последнее и, может быть, истинное предназначение — остановить того, кто имел дерзость воспользоваться реальным шансом на спасение. Окей. И мы это избранник, получается. Ага. Парирование, парирование, парирование. Крутоний чат настроить так, чтобы он... Больше полугода не заходил, оказывается. Да, это жестко. Да, это жестко. Так. Что я хотел сделать? Ага. Ты зависал, ничего не было слышно. Зависало? Погоди-ка. Я говорю, привет, Лафайет. Здорово, здорово. Давненько не заходил, да, есть такое. А это новая Souls игра. Не знаю, что еще сказать. Ну, типа... Как-то более-менее освободился от всяких разных дел житейских. И вот, решил одиночную игру запустить. Новенькая Souls игра. Блин, интересно выглядит. Поэтому подумал, это стоит показать и поиграть. Как успехи в стриминге? Ну так, нормально. Так. Ага. Ну, сволочь. Тихо. Давай. Какой у тебя здоровенный меч. Так. Ну, репосты. Ёлк твою мать. Ровно год назад мы же в Тае жили. Было дело, да. Но ровно год назад были поиски вариантов того, как уехать из Таиланда, типа. Ну так, чтобы не сильно било по карманам там. Да ё-моё. Вот парирование. Да, я в ПТЕ был. А мы на месте залетали. Потом еще несколько стран увидели. Телек вроде купил. Ну, мне пришлось купить там телек. Мы там же в квартире телек разбили, нахуй. Ну, как бы не нарочно. Я случайно его разбил, когда ремонтировал шкаф.
Дрогудзон. Да, это Souls игра новая. А чё ты на Warhammer не играешь? Вроде бы как это новый вышел. Ну да, но просто денег нет его купить. А так бы я с удовольствием, конечно, поиграл бы. Warhammer-то. Space Marine. Я же первый Space Marine прошел на стриме специально, чтобы быть в курсе. Она крутая. Даже первый Space Marine был крутой. Очень крутой причем. Чуть посмотрел, там норм график, космос, да. Безупречный сосуд перемен. Так, Дрей описывает принесло много плодов, но не все из них так. На самом день не... подожди. Окей, сила перемен. Так, лишь одно может положить конец этому жалкому фарсу, который давно уже вышел из-за всевозможной рамки. Короче, тут лор мне. А чего твоя семья не подкинет? Ну, мы с Ятроком... Короче, была идея реально, типа, скидываться в игры. Но не знаю точно, там, ну, собираемся мы это точно делать или нет. Да, Ятрок. А так я как бы за. Так. Да уж тут... Я не знаю, что я делаю, но меня вынуждают это делать. Это, видимо, часть обучения. Там, короче, вначале же был выбор, типа, оставить обучение или нет. Ага. Ага. Понял. Короче, это, видимо, и есть фишка этой игры. То есть тут можно сразу же менять, типа, свой внешний вид. И этот внешний вид, скорее всего, не просто внешне он меняется, как-то... Данца для спада нанесения урона легкими атаками увеличит урон тяжелых атак и наоборот. Так. Господи. Когда атакующий наносит вам урон в ближнем бою. Он сам получает физический урон в ответ. Это вообще чё? Типа пассивка, что ли? Не имбовая, а какая-то пассивка слишком. Памятается? Так. Вот здоровье, борец. Убийца — это урон. Так, элементалист. Это, видимо, магия. Да, что-то типа магии. И защита еще увеличивается. Трикстер — это выносливость и также защита по большей части. Ну, давайте убийцу качать. Все. Так, давайте выкладку еще глянем. Я хз. Так это простенький Dark Souls.
Ну, не сказал бы, вот эта вот вся тема, она как-то, ну, не выглядит просто, я бы сказал. Странно, интересно. Золотой дротик. Дуэлянт. Окей. Ладно, погнали. Ага, все. Ну, пока мы в каких-то подземельях находимся. Классика жанра. Видимо, в скором времени мы выберемся куда-то наверх. Так, наверное, мне стоит... Ща, подождите. Вот так передвину себя. Чуть. О. М. Во, все. Так, реплики маски — это мощные способности Ардоры. Чтобы использовать их, лишенные маски должен спешно наносить удары врагам. Это постепенно заряжает реплики. О. Добрый вечер. У этого врага есть врожденная защита от Фату. Он не получает урон Фату, зато уязвим к Гратия. Попробуйте напитать свое оружие силой Гратия и использовать реплики Гратия, чтобы наносить больше урона. Чего? Зомби Боб, спасибо за подписку на ВК. Большое спасибо. Гратия вызывает сияние, которое постоянно восстанавливает вам здоровье, однако если при этом вы получаете урон, происходит мощный взрыв. Twitch Lord 765, спасибо за фоллоу. Большое спасибо. Приятного просмотра. Так, прак постепенно восстанавливает здоровье, однако попадание в него вызывает мощный взрыв, который прекращает действие статуса, но может отбросить вас назад. Физическая защита и защита элементов снижает урон разного типа, их нужно развивать независимо друг от друга. Обращайте внимание на то, каким оружием вооружен противник. Это покажет вам, какой тип урона от элементов она наносит. Ну, как бы... Очень интересно, но непонятно. Я не понял. Виз вызывает головокружение, которое увеличивает наносимый урон и восстановление выносливости за счет снижения защиты. Виз. О, нифига, это все... Это вино? Если на вас действует головокружение, увеличивается весь наносимый вами урон. Ну, окей, это я прочитал, да. Прикольно. Но то, что мы пьянеем от того, что просто наступаем на вино, это, конечно, интересно. Размышления автора. Когда меркнут земли, обнажаются мои грехи, я буду петь эту песню, надеясь, что она принесет перемены в мир, где царит уныние. Окей. Меч можжевельника. Так. Меч можжевельника. Он вроде круче. Он еще и фиолетовый какой-то. Так. Путь новаторов. Ничего тут нету.
Небольшая проверочка. Так. Ага, все. Ну пошли. О, наконец-то улица. Точнее, о, свежий воздух. Блин, красиво. Подсолнухи, все дела. А? А? Как вам такое? Выглядит классно. Осень. А тут весна. А то и лето даже, я бы сказал. Хорошо. Пойдемте. Интересно, что за чуваки создавали эту игру? Сколько их было и так далее. Так, откуда они пришли, посмотрим. Ворота. Ага. Hello, motherfucker. Осколок печальной памяти. Горожанин. Домица умел многое, но мастерства не добился ни в чем. Сосредоточенность никогда не была его сильной стороной. Да, вот так вот. Обычный горожанин он такой. А ты сволота. Блин. Так, хилимся. Вот и все, ёпта. Так. Ну да, пока все простенько довольно-таки. Ну, в плане того, что... Ну, челленджевости игры, она довольно-таки простая, как будто бы не сильно хардовая. Пока все довольно-таки просто. В плане анимации и всякого такого, ну, пока все окей. Эти глупцы, ты только взгляни на их посевы. Конечно, они все засохли. Никто из них ведь никогда не разговаривал со своими растениями ни разу. Да. Вот у меня моя жена очень любит растения. Она хочет превратить гостиную прям в джунгли. Но даже она не разговаривает со своими растениями. Это было бы странно. Так. А, блин, тихо. О, фак. Я разговариваю, у меня цветочек есть. Прикольно. Не, ну просто у меня может быть, типа, ну... У меня вот, например, кошка есть, Дарси. Я вот с кошкой своей разговариваю частенько. О, фак. Ах ты мразь какая. Я его выгуливаю на солнышко, да, подарили, он растет и растет. Не, ну с котами это цветное, да. КП топ собеседники, да. Лохматые.
Я сейчас свою кошку прям нормально кормлю. Я вот жене сказал, что надо кормить чисто каким-то типа натурпродуктом. Мы, короче, вообще типа перестали кормить нашу кошку всякими вискасами, там этим всякими таким дерьмом. Мы, короче, теперь чисто мясом каким-нибудь. И жена купила там желудки и сердца куриц, по-моему, что-то такое. Там набор прям нормальный. И прикольно, короче. Кошка прям супер балдеет с этого. Съедает все прям нормально. Настроение у него прям вообще офигенное. Это все по совету Димы, кстати говоря. Не, корма реально, ну, портит здоровье, как будто бы. Кошка. А мы прям, ну, свою нашу кошку прям очень сильно любим. И она нас любит, это прям видно. Поэтому вообще. Маркетологи внедрили в голову, что нормальная еда вредна. Ну, было дело, да. Что-то такое делали они. Не спорю. В одно время такое творилось. Потом еще старались всячески заставить нас поверить в то, что так. То, что стоматологи там типа рекомендуют всякое дерьмо. Хотя это на самом деле не так. По-моему. Да. О, привет, енот. Эта игра называется не енот, Риа. Тупо обязан тут взять платину. Ах ты мразь. Это соус игра, если что. Забавная. А я, блин. Не, вот хватит бороться, отдохни. Актеры какие-то стоят, базарят. Пятница же. Ой, блин. Счастливый человек. Убивая тиранидов, будучи ультрамарином. Енот, давай становиться семьей. Давай становиться семьей. Давай вместе делить библиотеки игр. Я бы все твои игры проходил. Используя взрыв Ардора на определенных знаках на Земле, лишенный маски, может на некоторое время изменить окружающее пространство, после чего все возвращается на свои места. Типа, как? Вот так? Да ладно, вот это прикол. О, ничего себе, там можно спрыгнуть. А я не умру? О, нормально. О, тихо. О, хорошо. Так, и спускаемся сюда. Ты чё? Ну, давай, мистер говнюк. На. Я не хочу умирать в Венеции или где-то в Испании.
Сволочь, она и в Испании сволочь. Ну давай, давай. Блин. Это не енотрия, это скуфотрия какое-то. Вообще. Куфы одни вокруг. С пузами там. Пузатые все какие-то прям. На. Ты что, дурак? На. Блин, как я мог умереть вообще в этом говне? Да блин. Так, хилимся. Мне для ачивки 41к убийств надо сделать. Да, это жестко. В первом Space Marine, если что, надо убить 40 тысяч. Я так и не смог почувствовать себя по-настоящему своим в этом городе. На мой вкус здесь слишком много праздности. Но лучшей древесины, чем в Квинте, вам не найти. Это говорит дровосек. Travel-блогер, дровосек. Погребальный разрез. Не, ну как бы то ни было, игра красивая. Вот с этим спорить вообще никак нельзя. Сделано, видимо, на Unreal Engine 5. Очень добротно прям. Такая хуйня осталась. Сейчас, погоди. Ну как хуйня? Ну, блин, ну... Попотеть еще придется какое-то время. Ну как попотеть? Сидеть, чай пить и стрелять тиранидов. Блин, как, куда бы себя передвинуть? Вот давай сюда. О, нормально. Хорошее место. Вот так. Нормально? Класс. Норм. Вот теперь и эти читайте субтитры. Ну, если захотите, конечно. Бодрящий Минестроне. Сок гармонии. О, чё? Да. Разломы реальности, открыв разлом. О, там чел, смотрите. Чё, он спрыгнул? Лоу? Ну, местные рофлы мне непонятно, но как бы то ни было. Блин, офигеть город. В древности город Квинту называли Видеттой, и благодаря своему уникальному расположению в самом центре Энотрии она стала процветающим форпостом торговли.
Однако. Перегрелись на солнце. Ну да, еще и бухи, наверное. Так, разлом. О, ничего себе. Ну, погнали. Не, ну красиво, красиво. Вот что-что, а пейзажи и всякое такое они решили, ну, прям нормально сделать. Прям по-добротному. Выглядит хорошо. Прям гора Фудзи, похоже, какой-то вулкан. Да. Добротненько, добротненько. Баг какой-то. Субтитры не пропадают эти. Нижняя община Квинта. Окей. Добро пожаловать в Квинту. Город актеров или то, что от него осталось. Пульчинелло. Я почти что слышу, как шестеренки крутятся в твоем лишенном выражении башке. То, что, где, когда и почему. Спокойно, спокойно, мой многообещающий протеже. Подправляйся в замок на вершине холма, и тебе все откроется. Окей, ладно, как скажешь. Так, давайте залутаем. Меняющийся город. Город Квинта постепенно становился пристанищем для людей, которые хотели жить в мире и заниматься искусством. Окей. Там какой-то мясник, что ли, есть? Так. Маски, а также реплики масок и оружие можно усиливать с помощью перековки. Для этого требуется мемория и особый материал, который можно найти по всему миру. Continue. Это мой меч, да. Улучшаем. Пьяный меч. Ну, еще если тут они стоят нормально. По улучшению. Ну, кстати, окей, ладно, хорошо. Так, давайте посмотрим на эти души. Ценная раковина. Можно продать за скромную цену. Окей, прям торговля. Во, вот оно. Так. 8 используем все максимально. 1600. Неплохо. И сколько уронов мы сможем поднять? Точнее, уровней. Ну и урона тоже. 2 уровня. Ну, давай здоровье поднимем. Борца. Хер с ним. Так, ну пойдем сюда. Надо осматривать тылы. Так, куда-то вниз идем. Угу. Так, я не сдохну, тут как будто бы слишком высоко. Хотя разве что если я прыгну на те камни. О, нормально. Это такое. Зазож, все в здоровье. Ну, как бы да, но я по большей части люблю в урон вкатываться. Но тут, решил разнообразить слегка. Чё бы нет. Чуть-чуть разнообразие. И стал за бочкой такой. Ага, понял.
Бочку хочет на меня столкнуть. Ублюдок. Тут можно ходить? Окей. Ёб твою мать, погодите. Ну, свежее дыхание. Не сказать иначе. А я больше люблю пиво. А тут популярно вино. Да. Столица винишкотяна. Полусъеденные актеры. Мне потребовалась целая вечность, чтобы сесть за стол, но вот я наконец-то могу отужинать вместе со своими коллегами-актерами. Должен сказать, что главное блюдо поистине восхитительно. 2 больших куска мяса на кости, богатая землянистая текстура. Почему-то кажется мне очень знакомой. Может, он кушал себя? Не знаю. Ну, как-то ему подали мясо человеческое. Я хз. Так, что-то наверх подняться может. Кстати, я в этом году попробовал вино. Такая параша, за что 700 рублей отдал. Вискарь та же параша. Но... Ну, тут такая херня, типа... Скорее, типа, тут штука такая, что... Прям нормально, если вино хочешь выпить, то надо прям отдать, ну, существенные деньги, типа от 1000 рублей, наверное. Ну, это такое себе, да, вообще, ну, не согласен с такой ценовой политикой. Ну и вискарь, та же тема, да. Вот, помнится, пробовал вместе с другом Деварс. Вот это вот хорошая штука. Деварс называется. Нормально такое, типа, ну, виски. Как-то пробрались мы... Ну как пробрались? Купили билеты в кино и так далее, но затащили туда вот вискарь этот. И глушили там вообще, типа, угорали просто как ублюдки, ёпта. Смотрели этого, Риддика. Там, где он после того, как стал королем, и его, типа, этого ли, обманули. Вечно от него голова вылет, как я вина никогда не пил, уже точно не собираюсь. Ну да. Не, ну самое нормальное, типа, ну, решение, если ты хочешь, типа, расслабиться, то это, да, пиво. Норм. Куда еще? Что еще нужно? Не, ну если ты уже в какой-то компании, там, где-то там, ну, не знаю где, и там из всего, что вот есть, вино, виски, там, прочее, то, ну, че бы не попробовать, конечно, why not? Но в то же время стоит понимать, что... Блин, я прямо в столице виноделин нахожусь. Опа. Собака дерьма. Кидаешься меня чем-то? Чай, печеньки, медовуха. Да. Звучит славно. Осколки горькой памяти. Некоторые зоны настолько окутаны канавачи, что попав в них, лишенный маски уже не сможет просто так выйти на свободу. Чтобы вырваться из заточения, нужно победить всех ближайших врагов. Изи. Ну, наверное, изи. Злобные твари. Когда монастырь затворил свои двери в отчаянной попытке спастись от надвигающегося проклятия, кто-то стреляет по мне.
Блин, какие же вы предиктаблы уроды. Обед чистоты. Стян посидел всю ночь в антикафе, плойку играли, чай пили, вышли только в 11 утра. О, звучит славно. Это та, с которой ты тусил в этом? Ну, на той костюмированной вечеринке. А, меньше суток? О, да ты, блин. Ну ты леший. Ну ты жесть. Ха. Ну жесть. Жесть. Хорош, хорош. Не, ну... Ты главное, ну, как бы это... За качеством гоняйся, не за количеством, так сказать. Ну, я тян имею в виду. А, и мост исчезает. Понял. Будь тебе великое счастье, когда ты найдешь ту самую и проведешь с ней всю свою жизнь. Да, вот это действительно круто. Так, бля, она... О, Саня. Храпун. Жесть, он храпит. Одна лесбуха, другая замужем. Ну да, не все сразу происходит у тебя. Не, ну вообще, в принципе, у человека. Тот, кто ищет, тот найдет. Главное продолжать. Самое видное, когда варишь пельмени. Вода вскипела, открываешь морозильник, а пельменей нет. Мне казалось, он прям, ну, типа такой... Человек, ну, блять, как его, дедуктивными методами, вот, типа такой. Строит логику, вся херня. Зачем он вскипел воду, когда нет пельменей? Ну что за глупыш, так сказать. Конечно, обидно. Обидно, прежде всего, из-за того, что так жестко тупанул. Нихера себе собака ряженая. На ней комбинезон даже какой-то есть. Странная собака. Так мне зато всяких подарочков подарили на память. Вообще не слышал. Прикол в том, что Тян, с которой я меньше суток был знаком, уже без намеков взяла к себе. Ну, не знаю. Ну, слушай, ну не могла же она просто, типа, поделиться с тобой спидом или типа того. Ну, может быть, нормально. Хотелось близости ей как можно, ну, быстрее. Ну, камон. Ловушка Джокера. Ну, возможно, ловушка Джокера, но... Ну, ты скажи ей, что ты до свадьбы не-не. Ебутся мыши в шахматном порядке. В шахматном порядке мыши ебутся. Да, это жестко. А, так это замужем. А, ну забей тогда. Не, в пизду такую. Нахуй, не, таких сразу. В мусорную помойку. Будучи замужем, еще всяких енотов она там охмуряет. Не-не-не-не-не, такого не надо. Да-да-да, в пизду такие приключения. Это как, ну, блин, типа, ну, зачем тебе оно, вот это вот? Это как просто взять и раствориться
в чужой жизни. Нахер оно тебе надо, вот это вот. Енотик, да. Это енот. Глазами той женщины. Когда енот сверху. Ну, это хорошо. Это грамотно, это грамотно. Это грамотно. Вот тут я жму руку. Да-да-да. Не, ну серьезно. Типа, какой дурак пойдет дальше? Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. Так, надо бы эти стикеры вот перед вебкой ставить, скорее всего. Скажи, не для тебя такой... Да, 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 да. Мерзкая херня, да. Такой себе вечно в спешке. Ну, да, вообще в жопу. Ну, серьезно. Над такими смеяться и потешаться. И гнать санными тряпками. Так. Здорово, токарь. Да, 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 гоните ее, насмехайтесь над ней. Вот, музон как раз такой играет. Не, ну стильная игра как бы то ни было. Но пока какого-то крутого босса не встречал ни разу. Ну, может, рано еще. Вчера скачал Last of Us 1. Ну, под первую часть кайфанешь, да. Да, кайфанешь, чувак. Первая все-таки она такая. Ну, история хорошая. Третья вообще о себе в мужском роде говорил, но я не понимал, с кем я вообще связался. Серьезно, с мужском роде о себе говорила? О, да. Блин, там все тяжело, да, вот в Москве. Ну там, рядом со столицей тяжело вообще, походу. Е-мое. На днях вернулся. Мне казалось, Гудзон, ты там живешь. Ты оттуда уходил разве? Из Киберпанка. И мне казалось, ты туда даже не уходил вообще. Ты там как будто бы, ну, конкретно обосновался. А, так я же это не забрал еще. Каких-то вещей. О, вместилища недуга. В Москве тоже тяжесть вообще, нормально мало. Киберпанк на 100% прошел ни одной метки на карте. Ну, слушай. Кажись, ну, сейчас такие времена, когда... Ну, по правде говоря, ну, полная жесть творится. Вот именно вот там. В столице. То есть прям как в каких-то повестях и рассказах нужно, как какой-нибудь лорд, ну, типа... Короче, отправиться, так сказать, в провинции, какие-нибудь такие, типа, города по типу Хабаровск, где вот просто нормальные люди есть, и ты идешь туда и, ну, находишь себе, ну, ту самую. Если в Москве вот тут какие-то там, ну, прям неадекватные люди, то, ну, зачем?
Ну, правда. Нормальный ага. Не, ну правда, нормальный ага, да, найдешь. Ну, я не иронично считаю, что, скорее всего, так оно и есть. Что у тебя куда больше шансов найти нормальную девушку где-нибудь вне Москвы и Питера. В Москве полно ебанашек. Как родившийся в Омске. Ну, я думаю, просто прикол в том, что Москва на данный момент, она, ну, одна большая рублевка. Понимаете, о чем я говорю? И там по большей части живут, ну, около богатые, типа, люди и так далее. Типа, ну в этом плане имею в виду. И, ну, как бы нормальных людей там, наверное, мало. Деньги портят, да. Ну, там, типа, да, скорее всего, по большей части деньги портят сильно. Езжай в маленькие города, замкадные. Ну, как вариант. Но, опять же, это, ну, такое. Ну, смотри, короче, как строить, ну, точнее, как строить, точнее, подожди, давай нормально сформулирую. Вот, короче, ты такой думаешь, все, пора степениться, пора, короче, сделать нечто такое, что, как бы, поставит точку в твоей разгульной жизни. И только тогда ты такой, все, let's go. Пойду-ка я, ну, конкретно остепенюсь. И самое важное, надо бы, ну, квартирку покупать-то не где-нибудь в Москве, а где-нибудь там, ну, в городе каком-нибудь маленьком. Ну, как маленьком? Ну, не в Москве просто. Так, а в чем минус, что она тебя звала? Она замужняя только. Короче, находишь себя в городе, и потом вместе строите новую жизнь в другом городе. Ну, типа, да. Вот как по мне, это, ну, вариант полного кайфа. Неважно, где ты проведешь жизнь, а с кем, понимаете? Вот в чем прикол. Неважно где, а с кем. И как. О, ничего себе. Обрывки Канавачо. Полиция расскажет, откуда у тебя в квартире. Ну, блин, ну, конечно, ограничение в возрасте тоже действует. Вы че? Я вам не советовал ничего такого. Не надо мне тут, не надо. Так. Так. Главное, с кем, а не где. Ну, блядь. Главное, с кем-то своего возраста или выше. Давайте так, перефразирую, а то, блин. Вам надо разжевывать, блин, информацию.
Эх вы. Ёлы-палы. Блин, с вами в тюрьму сядешь, нахуй. Потом, типа, следователи какого-нибудь объясняете. Ну, мне там стример посоветовал. Ну, прям, типа, ну, такой. Милфхантер. Ну, типа, да, Милфхантер. О, дровосекач. Блин, ты чё, урод, что ли? Не, ну я вижу, что ты не красавец, но... Блин, мне пизда. Ублюдское дерьмо. А, у меня оружие другое. Пока молодой, можно не торопиться. Да, есть такое. Привет, друзья, здорово. Что за игра? Какой-то соус очередной? Ну, вообще, на самом деле, я бы не сказал, что каждое появление соуса, оно очередное. Каждое появление соуса, как бы то ни было, это всегда событие для человека, который вообще, в принципе, любит соус игры. Поэтому я бы сказал, что это какой-то соус. Новая соус игра. И довольно-таки качественная, я тебе доложу. Качественная игра. Качественная. Хорошая. Пока все нравится. Простой ответ — да. Ну ладно, да. Не, так хорошая игра, да. Крылатый монарх. Говорят, что на высоком пике, на котором стоит город, раньше было гнездо исполинского птицеподобного существа, издревле правившего окрестными территориями. Так. Легенда рассказывает о рыцаре, который сразил могущественного врага в растянувшемся на века сражении. Вечно благодарный ему герцог Эльсы сделал его первым владыкой всего региона. Благословенный рыцарь. Легенда рассказывает о рыцаре, который сразил могущественного врага в растянувшемся на века сражения. А, подожди, это не то. Крылатый монах сильно затруднял первые попытки наладить торговлю. Он постоянно нападал на торговые караваны, которым приходилось проезжать по его территории. Нам, походу, придется сражаться с каким-то здоровым вороном. Непонятно. Так. Путь новаторов. В урон вкидываем все максимально. Так, да, поменяем выкладку. Вот это вот оружие мне супер не нравится. О, потраченные виллы. Потраченные. Нифига себе. Ультра здоровый меч. Падающая звезда. Силы Ардора призывать копье. Так.
Из ячейки 1. Просто это соус-тема, не по мне. Как говорил Вас, безумие — это повторение одного и того же действия. А в этих играх смерти постоянно репит действий. Но... Тут, конечно, не... Ну, я не хочу показаться, типа, каким-то таким челиком, который скажет по типу... Ну, ёпта, просто играй лучше, типа, get good, так сказать. Не, на самом деле, просто... Ну, это такая, типа, сильно скилл-зависимая, типа, тема все-таки. Я уже, ну, в этих играх, ну, прям, ну... Как рыба в воде. Ну, серьезно. Может быть, многие вот Souls-like игры вот подобного рода, они мне будут казаться безумно легкими. И они по большей части будут как, ну, не то чтобы слэшеры, а, ну, скорее как слэшеры, да, наверное, будет правильно сказать. Ну, прикольно. Вот сюда я не ходил, да. Не, ну можно начать играть лучше, просто... Ну да, вопрос времени такой. Ну, тут, да, как бы... Вопрос в твоем личном времени. Готов ли ты жертвовать свое личное время на подобные игры или нет? Типа, ну, это дело каждого, да. Ну, вот я вот просто, типа, ну, готов, и все. Блин, ну ты... Не-не-не, возвращай оружие мое. Так, хилимся. Чисто слэшера. А я вот подумал, кстати, DMC поиграть. Всю серию прям. А может потом, если будет желание и вообще настроение, поиграть сокрушительный смех. В части Байонета. Ну, спасибо большое, кто дал мне посчитать. Появление театра. Школу театра основал никто иной, как сам Дзань. Первый среди актеров, по мнению некоторых, он был такой же исторической фигурой, как древний владыка Видетта. Без понятия, о ком говорится. Ключ. Ключом открыл эту дверь. Столетний отвар. О, столетнее вино. Белдиш. Так, разлом. Так, сейчас будет файт. Изи-пизи. Вименце элементале. Блин, what the fuck, ты чё, блюешь на меня, типа? Осколок горькой памяти получено. Так, кажись, я всех убил. Так, получаем ништяки. Усилитель гармонии. Угу. Так. Самое, что хорошее... Ну, не то, чтобы самое, что хорошее, а просто приятная мелочь. Это то, что не надо ничего нажимать, когда ты вот подходишь к этим предметам. Они автоматически подбираются. Казалось бы, так просто. Очевидное решение, но... Ни в одном, сука, Dark Souls не было этого. Всегда надо было дополнительно прожимать какую-то сраную кнопку. Всегда. Еще и потом надо было прожимать дополнительную кнопку, типа того, что ты подтвердил то, что ты получил эту вещь. Вот это было калечно.
Погоди-ка, а я... Чё? Лучник где-то вообще супер наверху. Даже не понять, где он, да? Толкнуть. Подтверди подбор. Вот ваш чек о подборе предмета. Да. Типа такого. Вообще пул говно, вообще непонятно. Нахера? Нахера и зачем? Это дополнительное подтверждение такого. Non comprende. Ноль понимания. Блин, может этого чела я смогу убить вот с помощью навыка? Нас, собака. Всё. Лежать плюс спать. Мы все сегодня будем лежать плюс спать. Рано или поздно. Но важно, по какой причине мы это будем делать. От того, что нам так сказали после того, как нас побили, или от того, что мы устали, просто хотим отдохнуть. Think about it. Так. И с кем? Ну, тоже, да. Ага. Так, вот этот меч. Давай-ка я улучшу этот меч. Двуручный. А хер нет, да? Здоровый, крутой меч. Правда, выглядит как он, сука, деревянный. Но... Ну и хер с ним. Так. Новый уровень. Хеппи давай. Главное не с 15-летним. Это да. Это база. Это база. Так. Не повторяйте судьбу Поднебесного. No. Так. Трикстер. Давай. Урон. Побольше урона, богу урона. Так, путь новаторов. 16. Не хватает слегка. Не то, что это база, это срок, да. Так, музыканты. Пульчино. Чао, лишенный маски. Ступай и твори резню. Окей. Мне просить дважды не нужно. О, это похоже на босса. Куртис, князь смеха. Когда лишенный маски попадает во владение вражеского босса, заряд всех реплик автоматически истощается. Впрочем, некоторые реплики настолько сильны, что на них этот эффект не действует. Ну давай, дерьмо.
Пилимся. Блин, мега изи босс. Ну, кажется, это первый босс вообще, в принципе, в этой игре. Куртис был величайшим среди актеров, и слава его выросла до небес, так что сам Дзани проникся ненавистью к его таланту. Теперь он стоит на страже церкви, вдали от веселья, но ближе к древней тайне. Князь смеха. Роль. То есть я получил его роль. Так. Нихера я могу поднять уровень убийства. Погоди-ка. Давай-ка все-таки выносливость мне нужна. О. Трикстер. Сила атака 207, выносливость 42. Нормально, слушай, нормально. Вот это я беру. Так, что там путь новаторства? Уклонение расходит больше выносливости, а ваши атаки с уклонением наносят больше урона. Убийство врага. Так, такое. Пока ваше здоровье ниже определенного порога, вы эффективно парите. Эффективнее. Пока ваше здоровье ниже определенного... Убийство врага. Так. Погоди, тут вообще есть что-нибудь нормальное? Периодический урон. Ну, как будто бы стоит стремиться к этому. Ну, я даже не знаю, что брать. Папа, Посмотри. кино. А? Кино. Пусть еще не кинули круг баранда. Зомби-лахта. Ты посмотри. Ты посмотри, кто? Сейчас подойду. Надо фильм «Зомби» включить. Сыну младшему, которому всего лишь 4 года, и он любит фильмы про зомби. Так. О, гляньте пока на... Вот, давайте как-то вот так вот поставлю. Малёт же, привет. Сейчас подойду.
Так, я прихватил себе макароны с курицей и кимчи. Мгм. Господи. Привет, Арсен. Что, реально хотите АСМР? Ну, это будет звучать так себе. Наверное. Давай .s.m.r. Во. АСМР есть? Есть контакт? Как он такой дерьмо? Норм, норм. М. М. Так, кимчи. Остренько. Не видно, что ты ешь. Нечестно. Папа, М. смотри кино. Ня. Да. У тебя кино закончилось, ты свободнее. Черя, пожалуйста. Мама. Сегодня еще осенняя ярмарка была в садике. Жена много чего наготовила. Вообще нормально.
Потом еще начало выходных, это прям целое событие. У нас дети прям жестко ждут начала выходных. Все. Прекращаем безобразие. И возвращаемся к игре. Так. Так, свидетельства подвигов рыцаря выгравированы на благословенном мече, который поднесла ему в дар церковь моя. Типа это она, да? Та самая двуручный меч. Нихера себе. Ну, окей. Новая локация. Какие-то странные тут твари ходят. Ну как твари? Какие-то монастырь насмешек. Император. Ревностно верующие часто называли монастырь герцогским садом. Существует твердое убеждение, что он был построен единственной целью добиться благосклонности церкви Эльсы. Вряд ли кто-то знает, почему герцог был готов на это пойти, и какие еще у него могли быть причины. Вообще не понимаю, о чем речь, но окей. Карта резонанте. Ух ты какой, ух ты какой, ой какой. Носитель покаяния. Ага. Надежда в вере. Монахам, посвятившим себя божеству, сперва удавалось противостоять застою, но вскоре сами люди начали обращаться против ордена. То есть лестница пробежал. Так. Ты чё, маг? Вот и все. Кто останется после тебя?
А там рядом ультра веселуха происходит. Пим-пим-пим, пэ-рэ-пэ-пэ-пэ-пэм. Осколок. Куча трупов непонятных. А? О, я тут не был. А, я понял, где. Окей. Ай-ка, мразь. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты чё? Больно все-таки. Ну-ка. А я не смогу подняться туда? Так, погоди, погоди, погоди. Угу. Ага. Да ё-моё. Да я могу как будто бы. А еще зачем добавлять это все? Ну ё-моё, ты куда упал? Блин, там на меня кто-то пытается напасть. Ай, ладно, нахер это дерьмо. Если уж нельзя, то нельзя. Так, ну пойдем наверх. Потом мы вернемся, телепортнемся на локацию монастырскую. Не, ну... Угу. О, о, о. Ниппон. Что-то прыгнуть надо? Реально? Это так работает? Да не, вряд ли. То есть отсюда сверху намного реальнее допрыгнуть, чем... Больше же ничего не появляется. Да ёлы-пал, как я мог упасть? Так, ща, погодите. Рокс, спасибо за $4. Спасибо. Спасибо, Рокс. Удача мне не помешает. Привет. Удачки на стриме меньше, чем 3. Спасибо, взаимно, взаимно. Ну, у тебя не стрим, конечно, но вообще, в принципе, удачи. А как это? То есть я такой раз, поднимаюсь наверх. И все, я тут. И прыгаю сюда. И мне больно. Не, ну интересно, конечно, интересно, ничего не скажешь. Так. Допустим. То есть вот так. Ага.
Ой, господи, как же замудрено все. Метеоритные удары. Звучит многообещающе. О, ты чё, еблан? Ушел, исчез. Кстати, послушал песню. Рокс, спасибо большое. Было очень приятно. Классный трек. Так. Видишь мне отдельный MP3 плеер? Ну, точнее MP3 формата трек. Если можно, конечно, я бы воспользовался. Неплохо получилось. Вот, черт бы тебя, Ванус, дрюкал. Не-не-не-не-не, не согласен, не согласен. Да ты чё, Найс. Да. Умер он, как будто у него несварение желудка. Серьезное. Ля флексит. Смотрите. Уса джуса. Блин, ты же тусил. Танцевал бы себе дальше, я бы вообще ничего не сказал бы. Но нет, ему надо было напасть на меня. Сволота грязная. Кельда. Без мать. Тохта. Блин, игра все-таки лагает. Говно. Хумно. Собака. Ха, собака вниз прыгнула, что ли? Стих бодрости. Собака бате. Плохая собака. Плохая собака. Ух ты, сволочь. Блин, вот сейчас бы упасть, конечно, было бы хорошо. Угу. Ага, я понял, где я. Максимально понял, где я.
Так ты тварь. Думаю, он промахнется. Чертила. Жажда крови. Ну что там? Ну давайте сглаживание вообще уберем. Нахер оно надо. А, оно и так удалилось. I must confess, his name has spread far in these lands. His reputation carried atop the wings of the bardic melodies. Ah, he ever the raconteur, saw fit to Ага. make merry of his pockets and escapades. When he had Сабля похмелья. Похмелье. indulgent melodrama, yet М-м-м. Как много бутылок. Так, мы типа идем наверх. Бесконечный фестиваль. После того, как на земле ноты пало проклятие застоя, город оказался в ловушке вечной петли, которая случайно затронул. Так, это проклятие какое-то.
Блин. О, бля. А, господи. А как наложить-то, блять, на оружие нахуй эту хуйню? Я не понимаю. Щит. Вообще не понимаю. Вообще не понимаю. Так. А, вот этот вот обязательно должно быть, да? Вот типа вот это вот. А, да? Серьезно? Ну ладно, допустим. Хорошо. Давайте пойдем тогда вниз. Я тут не был внизу. Чего? Чего? Колдунство какое-то. Дерьмовое. Ладно, пойдем туда. Я сюда вернусь. Сначала пойду наверх. Разберусь с этим непонятным дерьмом. Угу. Интересно, насколько длинная игра? Я ее за один стрим смогу осилить? Есть кто-нибудь, кто готов мне кинуть челлендж на прохождение игры за один стрим? Я как бы ни на что не намекаю. Вот только бы условие какое-нибудь нормальное в случае проигрыша, типа, чтоб честно было. Да ты заебал, слышь? Да вы чё, это вообще ненормально. I must confess, his name is Spring. Ладно, тусите, тусите, тусите. His reputation carried atop the wings of the bardic. Угу. Вот и все. 750, кайф. Ура! Ура! Прям говорят. Да, вот этот пиздюк. Куда пошел, Блин.
посмотри. Бупа заломати мне. Если шо. Попробуй взять. А то бума не ресить БГР. Готов, блин. Легчайший просто. Легчайший, для величайший. Да уж, это папич. Блин, он такой богатый на цитаты человек. Молот Бондарю. Окей. О. О. Смотрится классно. Так, костерчик. Сюда. Не, ну это вообще кайф. Это вообще кайф. Когда на врага действует злоба, он будет наносить больше урона от элементов. Ага. Понял. Нужен ключ. Так. Да, похилимся. И прокачаемся. Давай, да. Чё бы нет. Ничего себе. Так. Парирование восстанавливает часть максимального здоровья. Когда атакующий наносит вам урон для ответ, нанесение урона. Ну, блин, звучит все очень хорошо. Так, давайте выкладку слегка поменяем. Эта тема с выкладками, ну, прикольная тема, на самом деле. Неплохая довольно-таки. Да, в этой игре билдостроение существует, и оно работает, и ты можешь сделать прям офигенный какой-то крутой билд. Бесспорно, бесспорно это есть. Просто бывает такое, что в Dark Souls играх билдостроение бывает совершенно такие сломанными, несуществующие вещи на самом деле. Типа такое. Он как бы есть, но на самом деле его типа нет. А тут он как будто бы реально есть. И это радует. Блин, туда пойти. Короче, думаю, давайте дальше будем двигаться по лестнице наверх. Ну вот где мы были. По лифту наверх подниматься. Вот, в отличие от Lies of P, эта игра в плане
левел дизайна, она более такая сложная, что ли. То есть тебе прям реально такие развилки дают. Ты можешь пойти в ту локацию, в эту локацию. Это вот реально куда больше духа Dark Souls, нежели чем в Lies of P. Lies of P, она по большей части как ну, крутая по геймплейной части скорее. И сюжетной. Тут же сюжетно, ну, хер пойми. Типа актеры, какие-то непонятные, типа, сущности. Не, но если вникнуть, почитать, то скорее я пойму, конечно. Я так вспоминаю потихоньку, ну, типа, люди такие были, и они создали богов, короче, навоображали всякого, и они реально начали существовать, все в таком духе. Семя сомнений уже почти проросло в моем сердце, и рад тебя видеть, дорогой друг. Пульчинова. Мое имя Пульчинова. Слава обо мне весь мир облетела. После автографов и просека мой бывший учитель будет ждать тебя в замке. Ну ступай, я сам мастер тлынет. Вряд ли нам нужен еще один. Окей. Так. Мне предлагают прям конкретно прокачать этот меч. Десять-ка сюда. Так, подожди, давай максимально. Поп-поп-поп-поп. Косарик. Значит, по 200. И все, да? Гимн возвращения. При использовании возвращает вас к последнему... Ага. Степ бодрости. Угу. Древний сосуд. Так, давайте... Ага, все. Так, новый уровень. Вот, 21. Есть. Так, все. Узел здесь открыл. Можно пойти в сторону монастыря. Нормально, нормально. 750. Изи мани. Так.
Винишко. Распида доль травита. Распида доль травита. Угу. Убить 50 раз. Приветствую вас, господа и группы Сброд. Мы собрались в этот чудесный день, когда плоть и пир сливаются воедино. И я, великий комик, до сыта накормлю вас смеха. Тьма, куда терпимее света, в тенях и при тусклом свете свечения, это осуждение, и потому тюремщик делал то, что ему было велено. Шаманы, целители, диссиденты, дворяне, все и каждого, кого герцог посылал в его владение, он раскладывал на части и извлекал из них пользу. Когда-то их осуждение обрекало его на страдания, теперь он упивался местью. Однако в последние минуты жизни в сознании тюремщика посеялось зерно сомнения. К чему привели его усилия? Для чего его герцог устроил... для чего герцог устроил все это? Ради своих земель, ради власти, ради какой-то глупой цели, вроде вечной жизни. Тюремщик никогда не узнает, когда его душу тащили в бездну вечного проклятия. Он мог лишь повторять себе, что делал только то, что ему было велено. Рыцарский монолит. Блин, какое-то оружие. Че, как вам игра в целом, кто смотрит? От 0 до 10 как оцените? Блин. Я бы даже сказал, в свете того, что сейчас Souls игр не так много. К сожалению, мученик. Блин, какой-то крутой меч. Лишь катакомба. Возим, потому что выдали базу за отношения с тянками. На! Ценная раковина. Но ты это оценил в стриме, я понимаю. От 0 до 8. Потому что на стриме мы это выдали. Такую базу. А так, ну, игра в целом, как думаешь, что, прикольно, не прикольно? Как по мне, довольно-таки годная, интересная игрушка. Потерянная вера. По приказу Аллага настоятеля монахи покончили с собой. Оставшийся один, он хотел последовать за своими учениками, пронзив себе грудь благословленным богиней стилетом, но смерть не приходила. Богиня не позволяла этого. Словно они еще зачем-то были ей нужны. Ну, не за такую цену 2300 стоит.
Понял. Да, соглашусь. Цена высоковата. 2300 это, ну, многовато. Ладно бы 1500. 1500? Окей. Соглы. Ну, точнее, 3200 за какое-нибудь там издание, типа, делюкс, не делюкс. Ну, куда бы ни шло. Тоже бы согласился, да. Звучит неплохо. Но в целом, типа, ну... Как-то уберем. Так это... так я тут везде побывал. Все, понял. Тогда все, направляйся к выходу. Да. Еще катакомба. Есть. Нихуя себе! И музыки не хватает. Вот что я понял. На, падла. Лежать, собака. Распаленный шампол. Погребальный фламберг. Шамполь. Погребальный шамполь. Ах ты, осуждаемая тварь. Да вы чё, прикалываетесь? Тихо. Эй, да умри уже, лол, ты чё? Блин, маги в этой игре прям такие неприятные твари. И стреляют, и стреляют, и стреляют, и стреляют. И стреляют, и стреляют, и стреляют, и стреляют. И стреляют, и стреляют, и стреляют. О, 33 тысячи, ничего себе. Многовато. Душу мне, оказывается, я не заметил. Надо... Да. Надо обязательно. Так. Фул урон. Так, а чё по оружию вообще, в принципе? Вы мне как вообще, ну, норм? Может, что-нибудь дадите годное? Сожаление мученика. Убийца. Борец. Погребальный фламберг.
Ха-ха, другое дело. Нихуя у тебя комбо, баба, эй! Ты чё, блин, бесконечно комбо? Алло? Чё делает вообще? Бьет и бьет, бьет и бьет, бьет и бьет. Ладно. Мне туда типа не подняться. Рановато прыгнул. Ну, бывает, бывает. Блин, лестницу спустить надо. Так, окей. Найс. Да ладно. Еще один ключ. Ничего себе. Уже следующий узел открыл. Ключ от багровой обители. Фокофото. Фокофото. Угу. Of course, of course. И что у нас тут?
Окей, здорово, сукин сын. Подходи, блин. Давай. Ну давай уже. Ну бей его, лол. Все, молодец. Блин, эти самонаводящиеся снаряды, ё-моё. Да вы прикалываетесь, а как от них уворачиваться? Как жить вообще? А, я не забрал дерьмо. О, класс. Мне казалось, я забрал. Ну ладно. Так. Сначала ты. Ладно. Зачем тебе это дерьмо? Да без понятия. Не знаю. Уединение. В отчаянии они закрылись в монастыре и оставались там до тех пор, пока боль и безумие не взяли верх над настоятелем. Так. Окей. Гладко идем, гладко. Так, беру. Усилитель гармонии. О, а это надо было брать. Это усиление хилки, между прочим. Ничего себе. Теперь я хилюсь намного эффективнее. Странная игра, как по мне. Привет, Скар. Здорово. Да, прикольно. Ну, то есть... лучше в традициях Dark Souls. Но вот что точно, пока что меня вообще никак не впечатлили боссы. И боссов мало, как будто бы. Я пока только одного босса встретил. И все. Пока что одного только. То есть количеством боссов эта игра точно не берет. Застрявшим в пространстве между жизнью и смертью культу уже никогда больше не суждено было сделать передышку. Один лишь Алый настоятельно наслаждался этим трагическим положением. Воодушевленный возможностью служить своей богине, не скованный понятиями жизни и смерти. Да уж. Дувак. Ну просто дувак. Так. Не, ну я жестко что-то какие-то пути открываю, все дела. То есть эта игра вот реально в плане как Dark Souls, да. Это вот, короче, если говорить игрожурским языком, каждый клон Dark Souls, он грешил, знаете чем? Левел дизайном. То есть вот такие вот ответвлений жестких, но редко я встречал. Вообще как будто бы и не было. То есть так, чтобы ты мог конкретно реально пойти вообще в другую локацию и дальше продвигаться по ней, такого прям редко не было. Ну, я не встречал такого давненько. А тут оно есть. То есть, по идее, я могу сейчас пойти дальше по городу Квинти, наверх. Там где-то вот на возвышенности будет супербосс, видимо. А сейчас я нахожусь на монастыре каком-то. И мне ничего не говорят, не принуждают. Типа, не говорят возвращайся. Или там не ставят какую-нибудь там невидимую стену. Или еще что.
Или а-ля какое-нибудь препятствие из разряда типа Metroidvania, там... Ну, скажем, какой-нибудь ключ, который ты получаешь после убийства босса на вершине этого города. Demon Souls. Ну, пока да, все довольно-таки цивильненько, приятненько. Меня ни в коем случае не ограничивают. Это прям радует. Это очень радует. Ух ты. Босс-босс? Босс-босс. Жизнь расцветала алым светом, вермилием. Смерть танцевала у края пропасти бытия. Цикл должен начаться заново. Благословенная Майя, проведи меня через тьму. Должен ли пастух присоединиться к агнцам? О, ты поздно. Помолимся. Понял тебя. Я умер? Нихуя себе, сказал я себе. Ну-ка, давай набафаемся. Ура, легкий босс. Я Алла настоятель. Бля, я проебал тот тайминг. Бля, эти алые хуёвины. Капец меня сносит. Так, ладно. Какая-то определенная стратегия есть с этим боссом. То есть это, ну, не тупо босс, которого ты фейсролишь нахуй. Тут, бля, прям реально думать надо нахуй. На, тварь. Бля. Нихуя! Да, анимация такое.
Анимации могли быть лучше. Изи. Убить Вермилию, Алый Настоятель. Чем дольше бушевала бесконечная пьеса, тем слабее становилась вера в старого настоятеля. И что-то там еще. Буквы, буквы, буквы. Мать святая, блин, обратите ему передо мной светом, ё-маю. Я подыхаю на ум, преданностью плети души я возвожу, абсолют, умоляет тебя, не надо. Это ВХС локализация. Враг уничтожен. Вермилио Алан Настоятель. Его роль. Озвучка Кубрика. Да. Так, заканчивается история повешенного. Хоть и Вермилио и был ярым почитателем Майи, она сама ничего не пожелала сказать о произошедших событиях. Похоже, богиня, которой он поклонялся, была не то, кем он ее считал. Как же легко религиозные люди вращают веру в угоду своим целям. Motherfucker. Yes, indeed. Ну все. Тут наша миссия выполнена. Так, 305. Давай. Мега урон. Школа Дзани. Интересно, насколько короткая эта игра? Вот прям мега любопытно. Так, новатора. О, 90, нихера себе. Так, уклонение расходов больше выносливости. Дерьмо. При нанесении урона так оружием есть шанс лечиться на смерти выносливости. Убийца врага короткое время увеличивает урон, наносимый тяжелыми атаками. Удачу увеличивает? Зачем? Мама, он станет врачом. Папа, он станет юристом. Я выбираю между триксерами и борцом с кадробином. Да. Таким человеком обязательно кто-то будет гордиться. Но кто это будет? Уже другая история. Смертельная выбраковка. Так, кстати, вот эти вот штуки. Может их прокачать, лоу?
Так, призвать могущий двуручный меч Адори, напитан силой флота и выполнить мощную тяжелую атаку. Уи. Призвать могучий молот Ардора, напитан сила Грати и выполнить мощную тяжелую атаку. Ну, господи, призвать к оружию князя смеха и выполнить мощнейший удар вниз, нанеся урон элементам виз по области. Ну давай. Не, ну это еще окей. Я не знаю. Так, а это что? Яростно топтать по земле и выпустить физическую ударную волну, которая на небольшое время увеличивает ардор, физический урон и урон от элементов. О, неплохо. Баф. Ну что там? Суем руку в очко. Изи-пизи. Так, убить смехотворца. Свидетель гармонии. О, вот это вот сейчас нормально. Хилка стала еще мощнее. Сюда. Ну, кто меня будет пугать? Хилушкой. Актерской. Тут же все актеры. Не то-то легка, ну, игра легкая, типа актеры, они все. Они все-таки не борцы, не воины, не солдаты. А актеры, ёпта. Ну, такие типа. Полупокеры. Паломничество. Когда меркнут земли, обнажаются Блин. В город из ближайших регионов постоянным потоком шли простолюдины и актеры лишь для того, чтобы встретить трагическую гибель в пасти первого актера. Зачем? Why? Так. Мегабосс. Пожалуйста, мегабосс. Дзаня. Нихера. Здоровенный тип по тип. Join us! It's a great festival we have here! A grand celebration! О, еще один чел. Позади него. А, он такой. А, он изо рта торчит. Прошу меня простить, у меня что-то застряло в зубах. Смешной. Он типа Джокер, он типа смешной. Он типа Джокерги. Да ё-моё.
Но. Куда все подевались? Я больше не слышу смеха, веселья, радости, я не слышу ничего. Я убил Дзаня. Ты чё, шокер? Вторая фаза? Ну, боссы, да, супер легкие. Вот левел дизайн и окружение норм, вообще охуенно. Вообще топ. Но босс это, конечно, печально. Я так долго танцевал и радовался, слишком долго. Я так долго танцевал и радовался. Он это 4 раза сказал, по-моему. Потели всем стримом, да. Я хотел лишь одного — быть рядом с моими друзьями, моими детьми. И вот я здесь, оглушенный тишиной, насыщенный пиршеством, который оставил во мне пустоту. Я еще чувствую где-то там тени в ночи. Найди их, спаси их. Ну, я надеюсь, это как бы, ну, такое. Типа, потом еще боссы сложнее будут. Актер лишен маски. Ну, актер же, ну, все правильно, актеры должны долго умирать. Типа там. Вот это вот все. Они должны вот это вот кривляться. Так что все аутентично. Довольно-таки аутентично. Но вот честно сказать, эта игра, она прям очень хорошо. Превосходно, мой дорогой друг. Вот спектакль, достойный этого театра. То есть прям идеально подойдет для новичков жанра Souls-like. Прям точно. Великолепно, поистине великолепно. Типа чел тут никогда не был. Балдеет. Я вроде как легендарную личность убил. А потом они зайдут делать. Не, представь, эта игра для кого-то будет первой Souls игрой. Если так смотреть на это, то это вообще класс. Для него эта игра будет прям любимой. Я тебе говорю, 100%. То есть она в меру такая челленджовая, такая, типа вот как раз для игрока, который впервые играет в Souls игру, это будет прям, ну, годно, нормально, окейно будет. Но для ветерана жанра все-таки это, да, такая игра, которая, скорее всего, не вызовет каких-то серьезных усилий, потугов. Но игра хорошая. На данный момент она меня радует. Хорошая. Есть какая-то структура, какая-то, ну, прям конкретная логика происходящего. Это меня радует.
Человек, который не осилил Гаргулью в первом Dark Souls, дальше прохода нет. Отрезанная косичка девы. Осколки, усилитель гармонии, нифига себе. Еще больше. Фрагмент Канавача. Распутанный осколок. То есть это прям серьезно такой жесткий босс был? Блин, как же много ништяков мне дают. Так. Продолжаем в урон идти. Там на раковину. Не, ну если прям игра только-только начнется, это прям интересно. То есть я, если что, пока что ни одного торговца не встречал. А мне давненько выпадают всякие разные ценные раковины, которые можно продать торговцу. То есть, в принципе, как будто бы мне только лишь маленький кусочек контента дали от игры. Возможно, еще будет много всего. Да, наконец-то мы свободны. О, мы с лихвой тебе заплатим за труды. Медальон мецената. Да, твои уши тебя не обманывают. Это я, твой любимый амулет. Ты помог нам, и мы поможем тебе. Любой клинок для заточки, снаряжение для усиления — это все мы можем. Не наше дело вмешиваться. Или закладывать мысли в твою деревянную голову. Но тебе стоит поискать еще троих. Ценные союзники, великий потенциал. В Винте прячется богиня жизни и смерти Майя. В Фалэзе пребывает Вель, это богиня войны. А глубоко под Латумании таится непостижимый Лита. Найди всех троих, и раскроется истинное могущество нашей кузницы. Прикольно, слушай. Вот это интересно. Вот это он сказал интересные вещи. Воистину. Сожаление мученикам. Так. Херня полная. О, Пастораль Вармилио. То есть он прям интересно. Аллебарда. Ага. Но жалко, что не убийца. Было бы лучше, конечно. Так, говорить, купить. Пицца Коломбина, нифига себе. Пицца! Да, неприлично вкусное блюдо. При использовании полностью восстанавливает здоровье и снимает все эффекты состояния. Просто, да? Такая тема. Ну окей. Разрадуйся, клиент. Приходи, проходи, посмотри на наши товары. Окей. Пицца. Смотри, что за проклятая тварь снует в тенях. Из какой забытой норы он волей выполз? Меценат Золотой Паук, владыка жадности. Он сам продавал как товар, и медальон был его обликом. Реликвия попала к купцу и встретились родственные души. Все, что видел глаз и держала рука, они покупали и продавали. Богатство Панталона. Они захватили его, проклятие они заслужили. Медальон и человек, двое стали одним. Силы иссякли, влияние пропало. Плачевная судьба. Заставь же его отрабатывать содержание. Окей. Заставь работать эту суку, они сказали мне. Увы, Арлекин всегда был любимцем Дзани. Что ж, мы смеемся последними. Итак, вперед к залитым солнцем берегам Фалази Магна. Понял. Я знаю, где это все находится.
Театральный ультрадвурочный месяч. Барашков Бразерс. Уруехал. Дараба. Уруй. Айхал. 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 Жертвенный нож. В Винте прячется богиня жизни, смерти Майя. Окей. Надо ее найти. Через VPN стрим, да? Чат. Ага. Ну да, чат читаю. Через VPN, но можешь на другие платформы зайти. Там будет лучше смотреться. И читаться, и смотреться, и вообще. Ну, то есть, и там и ВК, Play, Twitch, Noom, Рутюб даже у меня есть. Чё только душа не пожелает. Да, я реально на Рутюб вышел. Пока не знаю, вроде бы ничего там не происходит, но все-таки интересно, там что-нибудь происходит у меня на Рутюбе. Да не, нормально. Я думал, что чат не работает из Рутюба, оказывается, там просто никто не пишет. Ну, мало ли. Так. Значит, надо валить отсюда. На Рутюбе происходит патриотизм. И это хорошо. Так, поле начинания. Россия. Подписка. Спасибо, Барашков. Братья Барашков, спасибо большое. Махтал. Так. Ну, пошли к воротам. Туда. Ох. Угу. Так, ворота открыты. Это нон-стоп. Ворота открыты. Так. Пострелу откроем здесь и давайте в другое место пойдем. В школу Дзани... Наверное, да. По-моему, отсюда можно было добраться до ворот. Ну, это если вниз спускаться. Давай, иди сюда.
Тусеры-джусеры. Во. Нормально. Че, давайте пойдем дальше отсюда. Ой, красота. Сейчас подойду. Ай. Я тут. Так. Так, все. Харе на красоту смотреть. О. Окей. Как можно не смотреть на красоту, когда ты пришел? Ну ты, блин, сказал. Ну ты вообще. Ну спасибо. Так. Так. Там еще собака.
Стафаев Ирбит. Стафеев Ирбит. А, жесть. Блин. Суслик не в порядке. Или это бобер? По-моему, это не бобер. София Фербес. Здравствуй, здравствуй. Ну ты привлек внимание, да. Балдавина. Балдавина. Блин, я в говне, походу. Да что это за собака, блин? Это утка нахер, а не собака. Вы видели его лицо? О, Стафеев тут и там. Стафеева тут и там показывает. Ну, до чего техника дошла. О, спасибо большое за фоллоу. От души, от души. От души, душевную душу. Убийца оказался уткой, да. Сволочь. Так, сперва надо собак убить. Ёбана, паркур. А! Я в дерьме вонючем. Я ковид поймал. Ребята, я ковидом заболел. Блин, этот чел. Сукинсон. Кто-то браво еще орет. Ну, блин. Блин, я хилку просрал успешно. Смати. Ну, деловой ки. Это алкоголизм. Ну, возможно. Ну, тут все какие-то бухие в этой игре. Они все какие-то нездоровые, я бы сказал. Мы же на виноградных плантациях, да. Да ёбана. Так. Тут была какая-то херня, которая спасает меня от этого говна. Вот чудо-пизда. Или чудо-песто. Чудо-песто, да. Извиняюсь за мой итальянский. Песто, 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 надо сказать, а не песта. Интересное название было. Так, сок гармонии.
Чудо-женщина. Это напарница чудо-женщина. Бальдовина, блин. Ну, давай, дерьма кусок, иди сюда. А, блядь, в смысле нахуй? Я же, бля, парирую, не? А, то есть похуй, парируешь ты или нет, то есть ты в любом случае получаешь пизды, да? Серьезно? Так. Гратия, гратия, гратия. Ну я хз, что от меня хотят. Не, ну тут реально какая-то херня творится. То есть он сквозь парирование и защиту все равно пробивает. У него такая атака. Тупая максимально. А. Окей, ладно, погоди. Эликсир вечности. Защита от фату. Головокружение. То есть антипохмел типа. Злоба. Так, окей. Виз. Это другой, по-моему. Это головокружение, да. Опять же, типа против. Так, короче, давай так. Я не знаю, что мне поможет, но будем пробовать, я хз. Вот что точно, мне надо все время чудо-песту лизать внутри баночки. Чудо-песто это мое, да. Мое все. Ну, кто не любит чудо-песто? Я люблю. А ты не любишь? Сомневаюсь. А, блядь, иди нахуй. Тебе еще не предлагали полезать чудо-песту?
Многое теряешь. Но тут все-таки не нужно ждать предложений. Надо просто брать и вязать. Это все-таки банка с чудо-пестой. То есть, ну, банка с тобой не заговорит. Она, ну, такая. Она лишь требует твоих действий. Ты такой берешь эту банку и начинаешь жестко лизать. Блин. Блин. Я ведь поехал вверх. Я хотел просто отправить лифт этот сраный наверх. Мужскую настырность проявить. Да просто, ну, человеческую настырность. В плане того, что, ну, ты же не будешь ждать, пока, ну, с тобой заговорит бутылка колы, пока она не начнет, ну, типа, открой меня, типа там, ну, открой мою крышечку и пей. Ну, типа того. Типа, пригуби меня. Вот то же самое. Ты просто берешь, открываешь и начинаешь эту чудо-песту лизать. Тут все просто. Ну, блин. Ну, тебе банка так не скажет, конечно, но ты как бы уловил суть. Да ёбаный рот. Не, ну это неадекватный хуеглот. Ну, я думаю, как сыр. Ну, это же песто. Это все-таки что-то из деталей. Это чудо песто. То есть макароны с, ну, типа с сыром. Я думаю. Ну, то есть как не макароны, а что-то типа, ну, паста. Слегка солененькая с сыром, там такая типа приятная на вкус. Ты как бы вроде профи лизать песто. Не. Это я лишь мечтаю, вот смотря на эту игру. Вот у меня есть вот как бы чудо песто. Это как вывести деньги из GTA San Andreas. Я как бы не могу же назваться миллиардером или миллионером. Но в игре я таковым и являюсь. Типа, ну, это совершенно разные вещи. Это невозможные вещи. Ясно. Короче, это место в буквальном смысле полное дерьмо. Нам сюда путь заказан. Рыбное песто. Пока не знаю. Я пока в этой игре только встречал чудесное песто. Чудо песто. Но рыбное звучит уже как будто бы не так экзотично и хорошо. Чудо песто, но звучит так, как будто бы, ну... Это песто более низкого качества, и оно, возможно, уже отжило свое. Ну, в том плане, что уже как бы
навидала всякого. То есть, прикиньте, это же рыба в океане, а рыб в океане много, и эту рыбу другие рыбы любили всячески, возможно. Вы представьте себе, ну, такое себе. Воу-воу-воу-воу-воу! А, а ведь бывает, когда по незнанию полезал чужой чудо-песту. А как такое может произойти? Ты же покупаешь все-таки чудо-песту в одном месте, в магазине. И оно оказывается у тебя в доме. Разве что, если ты в гостях, но ты же спрашиваешь у владельца этой квартиры, можно ли полезать в вашу чудо-песту. Все-таки тут ошибиться трудно. Да, анимация, конечно. Печаль. Моя печаль, моя печаль. Ну вот в компании друзей случайно забрал чужую чудо-песту и на утро полезал. Вдруг еще не понял, что она твоя. Ну, не, ну все равно же пахнет воровством. В том плане, что как ты можешь забрать что-то чужую чудо-песту? Это же невозможно. Ну, в том плане, что, ну, будь ты даже будучи слепым, ты же поймешь, что это чудо-песта. Сложно тут как-то, ну, ошибиться. То есть тут любой поймет, что ты дурачка включаешь и типа не понимаешь, в чем дело. Это как если бы я к себе, ну, точнее, в дом к другому человеку зашел бы и такой сказал: я не знаю, сорян, я не знал, что это ваше чудо-песта. Но оно вдруг почему-то
оказалось у меня во рту. В рюкзак на хранение, забыли про нее. И вот бывает такое, что нет акцента, чему. Так мы же про пизду говорим, а не про еду какую-то, не? Ты чё, Юна, ты какой рюкзак, какой этот... Блин, я думал, ты про пизду говоришь, а ты про рюкзак заговорил. Я думал, там прям пизда, блин, прям конкретно пизда. То есть женщина пизда. Ладно, я шучу. Это просто затянулось уже довольно-таки дохуя. Так. Хуепутало. А, хуепутало. Ебать, настоящий хуепутало. Здравствуй, спасибо за фоллоу. Большое спасибо. От души. Так. Да, согласен. Не берите чужую чудо-пису. Итак, вперед, вперед к залитым солнцем берегам Фалезии Магинилы. Отправиться. Реально отправиться? Давай, го. Точнее, даже не то, чтобы найдите свою. Создайте свою чудо-пизду. Не то чтобы, типа, бля, сделайте ее из резины и дыни нахуй или арбуза. Не, просто, ну, найдите просто песту и сделайте из нее чудо-песту. Вот я о чем. Блин, вы что, римляне, что ли? Собратья! Береговой охотник. О, те, кто делил сети и добычу, кто отдыхал у выброшенных на берег обломков, как я тоскую по вас из жизни рядом с вами, братья. Никто не мог предвидеть, что чудовищный кошмар вырвется из песка и поглотит нас во тьме ночи. Ну, почти звучал как рэп. Я старался, чтобы это звучало как рэп. Надеюсь, я справился. О, привратник дерьма. Hello, motherfucker. Let's go, сука. Ща, погоди, дай подхилиться. Примерно с таким же звуком я лежу чудо-песту. Как Зена, короля воинов. Ёбаный рот. Нихуя себе.
Истина, брат. Че, тебе стыдно стало, что я парировал твой, блядь, бросок копьем нахуй? Почему он, типа, ну, оглушился, я не понять не могу. Everything. Ну-ка, я ж парирую, блядь, игра. Бля, мне пизда. Нихуя себе! Чё за хуйня, блядь? Бред. Он просто в одну секунду въебал меня в 3 удара. Хотя ни одного намека на этого не было до этого. Что он так быстро может мне въебать все 3 удара. Да вообще психанул жестко. Не, ну ты видел? Жесть. Так.
Да бля, какого хуя? Да ёбаный в рот, я не ту кнопку нажал, блядь. Ну ёбаный стыд. Привет, Игорь. Ну и хрень. Просто что за дерьмо? Ну и просто... Он просто в 1 секунду мне вкидывает 5 ударов. Да, нормально присоединяется, ну так. Но, тем не менее, все-таки я получаю какой-то опыт от того, что играю в эти игры. Это все идет в копилочку. То есть все-таки сходил на метап. Ну да. И по дедлайну у меня все в порядке. Сделал кое-какие вещи на... Ну, по заданию одному сложному, Decimal. И у меня теперь дедлайн 35 дней. Поэтому, да, могу что-то себе позволить посоздавать. Ну и прокрастинировать тоже могу себе позволить. Надо бы. Да в смысле вообще, как это работает? Ладно, боссы пошли интересные все-таки. Игра сильно зависит от... Вот эта вот игра конкретно реально зависит от парирований. Потому что уклонение находится вообще в жопе какой-то. Вы бы знали, как управление здесь построено. Если что, просто взгляните на свою клавиатуру. И Alt это уклонение. Alt. Alt. Буквально Alt. И изменить это нельзя никак. Вообще никак. Не знаю, почему разраб такой долбоеб, но он решил не давать возможность менять управление. А чё, это плохо? Ну да, если разработчик поставил хуёвое управление, блядь. Ты альт здесь юзаешь как у ворот. Это довольно-таки, ну... популярная, так сказать, кнопка. Shift намного было бы лучше, нежели чем что-то другое.
Сволота. Ну и бред. Серьезно? Ты чё, уёбок, мне, блядь, нанес столько урона? Ебать. Ладно. Your soul will be torn to shreds. А в тексте в формате это не прописать? Ну, не знаю, какие проблемы у разраба, но... Или что ты имеешь в виду, я не понимаю. В тексте в формате это не прописать. То есть мне в TXT формате нужно прописать, что нужно сделать разработчику, что ли? Или что? Не, я думаю, волонтеров достаточно, чтобы ему, блядь, в TXT формате писали что все, что он хочет, нахуй. Ну, я думаю, так. Ну вот, нехватка игрового опыта. Да ёбана. Ну и хуйня, боже мой, сука. Ясно. Тут, кажется, таких боссов, ну, много. Не будет же настройки в TXT формате, в папке с игрой, как в CS и так далее. Да, это понятно, но... Это в любом случае будет, ну... Смотри, короче, разработчик делает игру, и там у него, допустим, есть в открытом доступе TXT формат настройками игры. То есть с кулдаунами и там прочей хуйней, там типа что вот имеется в игру, ну в игре. И ты его меняешь и практически делаешь его, ну, игру максимально казуальной. Но по факту, что это делает? Ты же игру просто берешь и взламываешь, у которой по сути нет никакой защиты от взлома, и ты, ну, как бы читеришь. Это чит в любом случае. Поэтому, ну, полная хуйня, я считаю. Блять, ты просто, может быть... О, боже мой.
Клавиши не щит. Причем тут клавиши не щит? Ты же говоришь TXT. Файл. С настройками игры. Ты их меняешь, это уже чит. Или ты имеешь в виду другое? В TXT файле поменять настройки управления на то, что тебе нужно. Если так, то окей. Это не чит, конечно. Но я про другое, я про вообще вот про игру, в принципе. Ладно, я кикну. Бля, мне пизда походу. А, ты про управление? Окей. Победа! Ура! Победа, победа! Привратник дерьма. Чем дольше бушевала бесконечная хуйня. Но почему-то все время скидывается это все. Гроссмейстер ордена Соул Меридио, караулищу входа в город. Он дал клятву части истреблять фалезийцев, и теперь Канавачи вынуждает его продолжать резню, связав его долгом, который невозможно исполнить. Его боятся, и даже собратья покинули его. И вот он стоит на вершине горы трупов, не в силах остановиться, не в силах подумать. Сальто на shift. Не, ну если есть такая тема, то, блин, я с удовольствием поменял бы. Но я просто не разбирался, может быть, реально есть. Щая быренькая. Прокачаюсь. А, в смысле нету, что ли? Лол? Костра нету. Ладно. А, вон он, костер. А, Фалезия. Ослепительное солнце, кристально чистые воды. Когда эти берега были исполнены радости. Окей. $300. Такси у тракториста. Пока ваше здоровье ниже определенного порога, вы мне... Ага, окей. Ты мне начал про читы заливать. А, ну я-то думал, что ты мне говоришь про эту тему... Ну, не знаю, с изменением таймингов, там... С изменением цифр характеристик и так далее. Через... TXT конфига и там прочее, это же реально изменить. Так. Ну, давайте посмотрим. Так. Есть ли у этой блядской игры Redmi? Ну, типа нет, но... Не, ну это херня. Короче, я уж так привык уже играть. Придется так дальше играть. Ну, факт фактом остается, да. Ай. Почему игра не может быть, ну, в принципе,
как бы, ну, хороший, идеальный в каком-то принципе, да? Вечно какая-то проблема должна быть. Вот в данной игре это, ну, просто разрабы насрали херней. Ребекка, спасибо за фоллоу. Ребекка. Ну, мне кажется, это бот. Окей. В современное время почему-то стали популярны вот такие вот боты, которые пишут тебе лично сообщения, говорят тебе о том, что все прикольно, все круто, а потом тебе предлагают какую-нибудь хуйню из разряда: йоу, заплати мне $5000, я тебе прокачаю твой Twitch канал, йоу. Бля, какая же хуйня. То есть прокачай, они имеют в виду даже не то, чтобы там типа там разрекламируют или еще что. Просто типа, ну, внешне, то есть в дизайнерском смысле прокачает тебе канал. Пиво воина, нихера себе, пиво воина. Пиво воин. Ща. Боевой тоник. На короткое время повышает физическую защиту. Укрепляет тело, чтобы лучше выдерживать жестокие удары железом и сталью. Пиво воина. Они везде. Ну да, такие ребята везде, которые те... Да, люди, которые как-то стараются покуситься на твой кошелек, они буквально везде. Ну то есть, сука, везде просто. Ты такой вдруг, ну, просто оформляешь себе симку, внезапно появляются уёбки, которые типа такие: слышь, хочешь легких денег? Просто на ровном месте. Ты даже нигде ничего не появлялся и там прочее, и вдруг внезапно: хочешь легких денег? То есть мне один чувак даже рассказывал то, что, короче, он покупил симку для своего сына, а ему вдруг какой-то хуй позвонил и говорит: йоу, здорово, как дела? А сыну типа, ну, 6-7 лет, а тот чел пишет, ну, прям, типа, ну, взрослый чел. Типа, что ты где и так далее, там, типа, пишет ему и так далее. Оказывается, это, ну, номер был какого-то должника, который должен был дохуя денег, и коллекторы названивали ему. То есть чел сразу подумал, что это был педофил, но возможно по правде был какой-то коллектор. Или это был очень хитрый коллектор, точнее педофил, который притворялся коллектором. Ну да, я подумал, что ты тот 40-летний должник Альфа-банка. На самом деле я не хотел сказать что-либо такого. Я вот писал тебе, пришли мне свои голые фотки, и долг будет прощен. Я, конечно же, имел в виду типа взрослого мужика тебя, а не 7-летнего пацана и так далее, блять. Ну хуй его знает. Возможно, и дохуя хитрый, блять, этот педофил. Я вдруг что-то подумал об этом сейчас, на данный момент. Потому что это очень реальный сценарий. Это безумно реальный сценарий.
Да, сценарий. Ну, то типа старые номера продают. То есть, ну, насколько реально эта тема? Ну, оператор связи, они, конечно, тоже сволочи конченые, блядь. Просто берут тебе и продают не девственно чистый номер, а какой-то пользованный шлюха номер, который, ну, который имеет, блядь, так скажем, плохую репутацию, бля. Который названят какие-нибудь сутенеры и говорят, когда ты выйдешь на смену, блядь, потому что ты шлюха, типа. Прикинь, такой номер, бля. Тебе звонит какой-нибудь LJ, нахуй, и говорит: здорово, шлюха, когда выйдешь на смену? А ты такой: ебать, не понял, нахуй. Уже несколько раз было так, что я звонил друзьям, а там какие-то левые чуваки поднимают, а потом, оказывается, вдруг понял номер уже давно. Ну да. Ну да. Блин, вот это я, конечно, пират Карибского моря. Полнично так все. Это лето. Вы что, убили друг друга? А, их крабы ёбнули. Господи, вы лохи. Боже мой, проиграть ракообразным. Это же буквально раки, нахуй, ракообразные. ЛС. Фалезийские берега. Фалезия Магна. Не, ну красиво. Вы гляньте на эту воду. А? Ну гляньте, а? Ну, блин, красиво. Ну прям тропики, ну прям... Вообще. О, бляха-муха. Пиво я выпил. Ну все, рак под пиво. Это изи победа. На, блядь.
Я чуть не сдох. Ой, господи. Убить великое дерьмо. Чем дальше бушевал бесконечно... Блин. Великий Пагура. Легендарное чудовище, которого боятся по всей Фалейзии. В его панце застряло оружие, оставшееся после бесчисленных неудачных попыток расправиться с ним. Он гордо выставляет его на показ, словно военный трофей. Окей. Изи. Изи. Ща, погодите. Зенит человечества. Под покровительством божества жители молодой империи преуспели как в культуре, так и в военной мощи. Они еще не знали, что процветанием придется их заплатить. Блин, такое ощущение, как будто бы игра против алкоголя. Типа создана. Я же уверен, что цивилизацию погубило чрезмерное употребление алкоголя. Не знаю почему, но я уверен в этом. Так. Я пока тут сижу. Гудзон Z0. Почему ты Z0? Что-то Twitch недоступен. А, понял. А, ты же... А, ВК. Понял. Окей. Так. Блин, прокачать бы пушку. Так. Ща. О!
М? То есть они охраняли ценную раковину. М? М. А как? О, топороносая. Кажется, тут она впервые встречается, в принципе. По идее. По задумке автора. А, блять. Ебать его рот! Нихуя себе! Погодите, а откуда этот чел появился? Сзади. Больше всего меня удивил этот момент. А, то есть прям выходит. Сейчас его типа не должно быть, да?
Блять. Окей, окей. Так. Какая же яркая локация, безумно. Как много пушек. Да блять! Какая хуйня! Under the sea. Under the sea. Прикрикlo, здорово. Да и нормально, нормально. Просто я немного Себастьян, кто оказался под водой в этой игре. А так в целом нормально. Ты как? Чё расскажешь? Чё как оно? Я выпью пиво воина. В этой игре есть что есть пиво воина. Вот там внизу. Если посмотреть. Блять! Гондоний! Падший лорда проходишь? Понял. Ну, нормальная игра, но правда, честно сказать, она у меня как-то в голове не отпечаталась. Ну, памяти о ней особо нет. Ну, а так, в принципе, в целом, игра годная была, да.
Я прошел ее нормально. Но годная. Да я и справедливости ради сейчас и Dark Souls не помню. В принципе. Ах, хуесосы. Ах. Что нового? Ну... Да ничего особенного. Я также учусь в школе программирования. Собираюсь дальше двигаться по геймдеву. Надо было настроиться и делать что-либо по ней. А ничего, что вы меня ебете, как, сука, школьницу нахуй. Ёбаный рот этого казино. Да блять! Ну и хуйня, боже мой. Блять. Я вот не ставил новое дерьмо, но, блядь, придется поставить, нахуй. В рот я ебал их, нахуй, просто реально. Чё зыришь? Эй, чё зыришь-то? Здорово. Привет. Здравствуй. Так, давай-ка вот это возьму. Что за игра? По типу... Ну, это Souls игра. Прикольная. Просто... Souls игр же мало, как таковых. Но новые, что выходят, и годные причем. А это новая и годная. Нормальная такая. Приятная.
Пока, ну, я так говорю, мне нравится все. Уже продолжительное время играю, я уже много боссов убил и не знаю даже, насколько игра... А, какая же хуйня. Везде соус на экране, да. Есть такое. Блять. Наконец-то нахуй, блядь. Ёбаный рот этого казино. Ёбаный рот этого казино. Красная вода. Влияние культа Вельта неуклонно росло, но главным испытанием для него стал год красной воды. Так назвали время многочисленных катаклизмов, которые обрушились на людей из моря. Красная вода. $22 000. Мне душ. Дохуя как-то. Так, 6000 еще остается. Ну, давай посмотрим. Вот и все, ёпта.
300 нужно. Древняя раковина. Блин, чуваки, вот были вы со мной в комнате, я бы вас спросил. Сигаретка будет? Настолько я хорош в этой игре, блин, вообще. Вы бы мне вот типа сигарету такой приложили бы и прикурили бы, я такой сидел бы на. Так. Пещера дерьма. Лишенный маски, тьма опустилась на эти выжженные солнцем земли. Кустоды. Мне нужно его найти, прежде чем... Как тверда была Ваймерка в сражении, как дрожит она от неизвестности. Ох, Кустоды, не сентиментальный ты дурак. А теперь надо добраться до самого города. Кустоды. О, кустоды, кустоды. О, кустоды, кустоды. Вау! О май гад! Блять, эти анимации. Я вообще не чувствую веса этого топора. Он машет им как будто бы мечом. Легкий. Ну, может, он, конечно, сильный, но тем не менее. Нормально. Успехи успехами делаются. Успешный бой.
Маска рыбака. Нихуя себе. Охотница. Так. То есть я... Ага. И выход только сюда. Дневной свет. Не понял. Так. Иду я такой еще повыше. Хорошо, ладно. Тут ничего нет.
Так, шорткат. Очевидно. Наверх. Заработал. Ага. Кайф. Прикольно. Нормально. Да ёбаный ты стыд, заебал нахуй. Какая-то сука посягнулась на меня и умерла, блядь. Я не понять не могу. Хули он напал на меня, хули он сдох вообще. Лишь самые преданные не будут ставить для чести стать охотницами Вельта. Те же кого-нибудь цель такая. Слишком, опять же, дохуя текста. Становится супер похуй. В протяжении какого-то времени. Да, Пагура кораблекрушения. Разведчики докладывают, что своими глазами видели, как эти громадные ракообразные беспримерной свирепости нападали на плазийцев. Окей. Так чё, как игра? Довольно неплохая, но полная хуйня в плане босс-файтов. Ну, то есть, подобные игры, они славятся лишь на самом деле босс-файтами, а потом уже типа, ну, локациями и так далее. То есть, ну, босс-файты здесь печальные. То есть в этом плане игра никак не может тебя, ну, порадовать. Но во всем остальном, в плане типа локаций, в плане типа... Ну, не сказал бы, бродилка, ну, может быть интересно кому-то. Мне, в принципе, реально норм. В том плане, что это какой-то новый опыт. Вообще, в принципе, создавать подобную игру, типа, ну, в сеттинге какого-либо такого, прикольная тема. Почему бы нет, правда?
Как ты мне заебал, хуесос, блядь, ёбаный нахуй. Боже. Да ёбаный рот. Игра, блядь, не дрочи мне, пожалуйста. Как будто бы Dark Souls про Христофора Колумба, нахуй. Угу. Это надо было сделать. Иначе никак. Угу. Блять, как я мог упасть, сука. Да блять, иди нахуй, игра, блять, ты чё рофлишь нахуй? Там невидимая стена, блять. Я не шучу нихуя, блять. Да ну нахуй.
Не, ну, как бы я в какой-то мере сомневаюсь, конечно, но... Как же, сука, нелепо я падаю, блядь. Это просто пизда, нахуй. Ёбаный рот. Сука. Игра, иди нахуй. Невидимая стена. Ну да, ну да. Классно придумано. Четко в натуре, блядь. Чё, реально это все? Конец? Невидимая стена и в рот ебись? Вот все ваши распоряжения на этот счет. Не, в натуре? Вот делай, что хочешь, но там невидимая стена. Это ваш ответ? То есть то, что вот тут вот так вот, никого не волнует, да, вот. То, что вот так вот можно пройти, да. Всем супер похуй. Невидимая стена и поебать. Не, ну мощно. Это, да. Это сильно. Найс, геймдизайнерское, ну, решение. Геймдизайнер не долбоеб. Он гений. Правда, замысла не понимаю, но он гений. Он настолько гений, что... Пиздец. Я в ахуе. Я не понимаю даже, чего он хотел этим сказать, но... Какой же он гений. Мега гений. Таких гениев только искать и искать, блядь. Что потом, блядь, выебать нахуй в очко. Да, теперь фразирую, не выебать в очко, а... Найти продолговатый предмет и засунуть им это в очко, чтобы они такие осознали, что это, ну, похоже, блядь. Ну, что они такие, типа, поняли, что это. А то YouTube начнет там, типа, цензуру наводить, вся херня. Надеюсь, не поймут эти божьи одуванчики. То есть я вот тут так пройти не могу. Но там, блин, нет. 0 шансов. Играю. Боже мой. А как быть-то вообще не понимаю. Куда идти? Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Ладно, поднимаюсь я сюда. Хорошо. Окей. Давайте я туда не прыгну, я пойду просто тупо туда наверх. Думаю, это вариант.
Блин, на этом уроде фармить можно прям. В какой-то момент я подумал, что это я умер, а не она. Ага, да, нам сюда. Сука, что-то я прям, да, там задержался. Нихуя себе, симулятор? Туча, мразь. Мразь. Одного не хватает, чтобы прокачаться, ёб твою мать. Так, ща подойду. А, господи.
Так, ща подойду. Смотрите на два вечных предмета. Огонь и вода. Ща подойду.
Ой. Нихуя себе. Ничего себе. О, нормально. Ну все, готовченко. 25 тысяч. Точно такой же чел становится мобом. Тут рядом стоит. И за него дают 760. Нормально, блин. Справедливо, конечно.
Его воина. Бля, ебать. Так. Так. Флакон Малафьяна нам не надо. Нам надо вот это. Обида. Бессилие, раны и недоверие заставили Вельту покинуть город Полезия и найти себе убежище где-то под деревней, под древней столицей. На восстановление после битвы уйдут тысячелетия. Теперь Вельта пытается страхом, а не поклонением, и ждет, как питается. Окей. Волна Ардора. Блин, всякие разные эти даются, но надо было воспользоваться ими нормально. Вельта богиня. Нифига себе. Но я супер не готов был к ней. Блин, ну и анимации, конечно. Так, ладно. Окей, давайте. Похмельный удар.
Не то, чумное. М. Элементалист. Нихуя там, что требуется. Боевой маг 16. Но элементалист, да, требует, да. Окей, попробуем. Beast, is the deed done? Oh, how I miss this rush! Понимаю, бля. А как с такими анимациями вообще сражаться? Вопрос. Вопрос. Немаловажный, между прочим. Как жить нахуй? Что вообще у нас есть? Beast, is the deed done? Да ебать, а как жить-то нахуй в этой жизни, блядь? Ну давайте представим, что у меня ни хера нету. Просто я иду без предметов. Я ее ебу, получается, чисто своими силами. Beast, is
Блять, я же нажал на прыжок, сука. А чё, я умер? Ебать, кривой босс. Очень кривой. Beast, is the deed done? Stay still! Да прыгай, хуесоса, кусок! Your time draws near. I expect Боже, боже нахуй мой. Вау. Он... У меня, блядь, не прыгает. Нажимаю прыжок, это дерьмо не прыгает. Во время боя. Не знаю, что за это отвечает, но... Beast, is the deed done? Да прыгать, блядь, я ну столько раз нажал, нахуй. Ёбаный рот, игра. В чем смысл, нахуй? Your time draws near. Вау. Блять, вот когда делают босса какой-нибудь бездарь ёбаный. Да, получается это. Нечитаемый, нормально с ним не подраться. Просто дрочево ёбаное. Хуй знает, что от меня ожидает разработчик, но Beast, is the deed это максимально дрочный, блять, босс. expected more. Я парирую, блять, игра нахуй. Я парирую. Мне каждый удар идеально парировать, блять. Что за бред? Поясните мне, пожалуйста. Beast, is the deed done? Ой, как прыгнул, блять. А выносливость-то не резиновая, нахуй. Мне чё, 99, блядь, выносливости надо иметь, чтобы подойти сюда, блядь.
Или чё нахуй игра, блядь? Ёбаный рот. О чем разработчик еблан думал нахуй вообще? Ну, в этот момент, наверное, на фарме 99, блядь, выносливости нахуй. Beast is the deed done. Бля, ёбаный рот этого дерьма. Тут даже дело не в том, что он сложный, он просто нечитаемый. Он просто сломанный. Анимация ударов полное говно и так далее. Тут даже не в реакции дело, тут хуй как вообще нормально просышь сражаться с этим боссом. Beast is the deed done. Your time draws near. Не, это сломанный босс. Это сломанный босс. Сейчас мне придется реально максимально ну, просто задрочиться, чтобы пройти его. Все тайминги выучить и так далее. Beast is the deed done. Это просто дрочь. Прыжок не работает почему-то, когда она делает этот вот прием. Тут все против игрока на самом деле. Видимо, разработчик надрочил на этого босса, не знаю. Это вайфу, блять, разраба нахуй. Да. Не, разраб реально дрочил на эту пизду. 100%. По-другому объяснить это вообще невозможно. Почему она такая бессмертная? Почему она такая мощная? Is the deed done. 100% дрочил. Не, ну это очевидно. Almost. Представлявил разраба. Представлявил. Ну да. Именно так и делал. Ну а как еще? Ну разраб он такой, блядь. Я представляю себе мудака в очках такого урода, блядь, нахуй конченого, который типа света, блядь, в течение года не видел нахуй.
Да я прыжок нажимаю! Игра, блядь, иди нахуй! Вот понимаешь, почему я говорю, что, блядь, разработчик дрочил на этого, блядь, босса? Потому что он, блядь, не дает, блядь, игроку нахуй, блядь, сражаться против него. Толком не дает, блядь, сражаться против него. Блядь, мне просто не дают нахуй, блядь, прыгать там. Вся хуйня, блядь. Вообще не дают, блядь, нажимать кнопки. Я вот жму их нахуй, но игра игнорирует мои нажатия. Как будто бы еще происходят какие-то, блядь, анимации, но, блядь, нет же их нахуй. Я просто хожу, блядь, и все, блядь. Чё тебе надо нахуй, блядь? Я не понимаю вообще. Не, ну разраб реально долбоеб нахуй. Вот на этом боссе он такой подумал: ебать, ну бля, Миядзаки, у него есть, блядь, там нахуй всякие разные телочки, нахуй, которые сложные. Давай-ка я тоже въебу себе, блядь, телочку, которая сложная, блядь. Иди нахуй, долбоеб, блядь, сделай нормально и все, блядь, нахуй. Конченая ты тупая мразь, блядь. Куда лезешь, нахуй, блядь, вообще понять не могу, нахуй. Он хочет сделать свою сироту косы, нахуй, там что-то типа в этом роде. Твою маленью, блядь. Нахуя, бля, вопрос, нахуй. Ты чё, блядь, нахуй, From, нахуй, Software, блядь. Или чё, нахуй, блядь. Долбоеба кусок, нахуй. Куда ты лезешь, блядь? Конченая мразь, блядь. Делает хуйню, блядь, максимальную. Сделал босса, который вообще, блядь, максимально нечитабельный, нахуй. Вообще невозможно с ним сражаться, блядь, и все, нахуй. Причем, блядь, когда он прожимает свой, блядь, вот уникальный... уникальную атаку по зоне вокруг, да, прыгает она на землю. Мне отключает прыжок. Мне буквально, сука, отключает прыжок. Я прыгать, бля, нахуй не могу, нахуй. Долбоеб, сука, блядь. Зачем он это делает, блядь? Он еблан, нахуй, или вопрос, блядь, какой-то другой должен, блядь, возникнуть в этом моменте, нахуй. Вот прыгать не могу, прыгать не могу, прыгать не могу, прыгать не могу. А почему? А почему? А почему, блядь? А потому что, блядь, разраб дрочила ебаная, нахуй. Вот почему, нахуй. Сука. Вот на кой хуй он должен был именно здесь вот так вот обосраться? Я всю игру хвалил практически, говорил, ну, не такая же хуйня. Но тут он такой, типа, нет, я хочу сделать свою, блядь, белую косу, маленью свою, блядь, я же тоже Миядзаки. Блядь, сука, уебать бы им полиебал он нахуй, вот так вот нахуй. Ты чё, сука, одумайся, блядь. Ты еблан нахуй. У тебя анимация говна, ты куда лезешь, блядь? У тебя художники хуесосы, понимаешь? Ты куда лезешь, ебать? Прыгать не могу. Прыгать не могу. А вопрос, почему, нахуй, почему, блядь? Потому что разраб долбоеб, вот почему. Он просто вот такой решил, блядь, внезапно
Встану-ка я долбоебом на момент, нахуй, бля, просто... Что-то меня дохуя хвалят в протяжении вообще всей игры. Стану-ка я долбоебом ебаным на этом боссе. И слюну начинает пускать, блядь. То ли он нахуй травы ебанул, блядь. То ли он, блядь, перешел на тяжелые наркотики, нахуй. Хуй его пойми, ебать, нахуй. Но тут он такой, блядь, решил... Максимально, давайте-ка я насру на этом боссе. Максимально насру. Просто, знаете что? Давайте мы сделаем все, что не работает, и добавим в это дерьмо. Еще и знаете что? Давайте мы в момент, когда наша мразь прыгает, мы дадим игроку возможность получить урон максимальным образом. Неважно, что получится, но он просто должен получить урон. Он такой, типа, не сможет прыгать. Офигенная идея, да, классная, да, четко. Вот какого хуя, блядь, игра, нахуй? Какого хуя, блядь? Я не могу прыгать, блядь. Ебанская, ебаная игра, нахуй, блядь. Причем урон от этого прыжка существенный. Ладно, я бы понял, блядь. Прыжок, блядь, наносит маленький урон. Но нет, блядь, он наносит дохуя, блядь. Пол хп сносит. Пол хп сносит. В чем, сука, смысл разраб долбоебский, блядь? В чем, сука, блядь, смысл, нахуй? Боже, сука, нахуй. Блядь, вот не стать таким разрабом, не дай бог, нахуй. Таким ущербным уродом, блядь. Вот просто, я не представляю, каким, блядь, вот просто... обиженным человеком надо быть, чтобы сделать такую хуйню, блядь. Я не понимаю, нахуй. Он такой просто, блядь, срет хуйню, блядь, на ровном месте. Вся игра шла гладко, и он такой решил, что он, сука, блядь, долбоебский гандон, нахуй, может сделать босса, нахуй. Да, блядь, в протяжении всей игры делал бы, блядь, никчемных боссов. Вообще вопросов бы не было, нахуй. Но нет, он тут решил, блядь, изъебнуться, нахуй. С учетом того, что у него, блядь, художники, нахуй, аниматоры, блядь, ебланы конченые, нахуй. Они не делают нормальной анимации. Тут хуй прочитаешь, что вообще происходит. Вот что происходит на данный момент. А хуй пойми, блядь, вообще. Вот хуй пойми. Билл Баббл, здорово. Узнаю типичного игрока в Souls-like. Да, здорово. Да, это я. Типичный игрок. Говнолайка. Блять! Просто я не понимаю. Вот серьезно, не понимаю. Куда они лезут, эти, блядь, зумеры, блядь, разработчики, нахуй, которые думают, что они что-то могут, нахуй, блядь, против их ебал, блядь. Делали бы, нахуй, 3 в ряд дальше, блядь, для мобильных игр, нахуй. Нет, им надо было, блядь, полезть в это говно, нахуй. В Souls-like, блядь, нахуй, делать боссов, нахуй. Чё к чему, нахуй? Почему, когда она начинает прыгать, вот просто приседает, она приседает. Она такая, типа, о, собираюсь прыгать. В этот момент я в стане. А чих игра будет? Ну, давай. Не, реально, давай позырим. Не, мне реально хочется узнать, что-то, блядь, криворукие уроды делали это, ну... О, эту игру.
Что за ублюдки, блядь, делали эту игру, нахуй? Так. Jama Games. Jama Games. Jama Games. Окей, блядь, давай нахуй, давай, блядь, давай нахуй. Jama Games, нахуй, давай про вас, нахуй, блядь, посчитать, нахуй. Кто вы такие, блядь? Кто вы, нахуй? О, бля, вижу и лицо уёбка ёбаного, нахуй. Да, вижу, блядь, да. Ой, блядь, погляньте на этого урода, блядь. Он дрочил на этого босса, 100 пудов, нахуй. Бля. А. Да похуй, блядь, уебитесь отсюда нахуй, блядь. Кто мы такие, ебать? Кто мы такие? Бля, я прочитаю, нахуй, кто они такие, блядь. Я прочитаю, блядь, кто они такие, нахуй. Так, начала свой путь в Милане, Италия, в сентябре 2019 года, как независимая студия видеоигр, которая работает менее дюжины увлеченных молодых разработчиков, движимые бунтарским духом и преданностью своему делу. Jama выпустил на рынок 4 мобильные игры: Highball Rush, Magic Cash, Каузука и Go Down, блядь. На протяжении всего пути студия собирала опыт и талантливых людей из лучших компаний в индустрии видеоигр и сейчас насчитывает более 50 сотрудников из разных стран. Под амбициозным, блядь, руководством старейших индустрий развлечений Jama Games работает над уже ожидаемым проектом под названием Inotria Last Song, королевой игрой в жанре Souls, который итальянский колорит воспроизведен в чрезвычайно разнообразном виде. Пошел нахуй, блядь, давай нормально, расскажи мне про себя, блядь, урод, нахуй. Кто ты есть, блядь, что ты за человек, нахуй. Создал основную команду разработчиков Jama Games. Следуя идеям команды, работает творчество. Наша цель стать позитивной. Да, корпоративное говно. Тоже корпоративное говно. Стоянов, он стоял, блядь? Или лежал, нахуй? Да в рот его ебал, ну серьезно, блядь. Нормально никто не скажет, кто за что отвечал. То есть мне, блядь, надо пройти игру, чтобы, блядь, узнать, нахуй, титры этого говна ебаного. Давай, не, я не согласен, нахуй, давай. Не. Я хочу выйти на рабочий стол. Игра вылетела. Понимаю, хорошо.
То есть они мне реально не дают взглянуть, какая мразь сделала игру? То есть они буквально мне не дают взглянуть, какая мразь сделала игру? Конкретно, блядь, вот причем, блядь, в титрах, нахуй. В меню не дают мне возможности взглянуть на это. То есть, блядь, мне обязательно надо пройти игру? Почему-то все адекватные разработчики, нахуй, блядь, хотят, чтобы о них узнали. А эти, блядь, уроды, блядь, стыдятся, нахуй. Или что, я не понимаю. Чё они вообще, блядь? Я не понимаю. Они, блядь... Мне реально тяжело. Мне просто тяжело, нахуй. Нормально как-то говорить. Жакоме кличут. Да вообще жопа. Жакоме, нахуй. Жакоме это мой сфинктер, блядь, который, блядь, режет дерьмо, нахуй, чтобы, блядь, унитаз справлялся с говном, нахуй. Но они, блядь, не имеют Жакома, нахуй, чтобы вот это вот говно, блядь, резалось и, блядь, унитаз у них справлялся. У них, блядь, нету Жакома, нахуй. У них говно просто, блядь, с размером, нахуй, блядь, коллайдер, нахуй, падает, блядь, в виде одного босса, нахуй. Они терпели всю игру. Всю игру. И потом, блядь, раз, нахуй, в середине игры мне вываливают кал, блядь, в виде, нахуй, хуй пойми какого босса, который сломан максимально, блядь. Они в адеквате вообще, блядь. У них, или у них реально Жакома, блядь, в жопе не работает, нахуй. Вот у меня Жакома работает, нахуй. Он, блядь, просто вот... Раз и все, блин. Ебать просто. Я уже представил, как мне тяжело будет монтировать это дерьмо. В том плане, что я так много матерился сейчас, что просто охереть можно. Я, скорее всего, забью и просто перейду на этот момент, и я просто скажу. Разработчики придурки, которые просто взяли и всрали, блядь, сломанного босса на ровном месте. Просто потому что. И все. Просто потому что они так хотели. И все. Зачем? Даже та же самая моление, она была намного адекватнее со всей вот это вот ее танцем водопада, или как она там называлась. И то это дерьмо было адекватнее. Ее можно было нормально, типа, ну, прочитать в какой-то момент, как-то ее увернуться. Но вот это говно все, оно просто, понимаете, оно просто работает по одному кадру. Максимально вот так вот раз и все. Ты, ну, обосрался. Потом, ну, анимации полная хуйня. Ты не можешь прочитать ничего. Не можешь подготовиться. Ты не можешь, ну, как-то заранее, типа, предпринять какие-то действия. Ты просто встаешь перед фактом того, что сейчас тебя, ну, трахнут. То есть, и все. И все. Играл ли я в Фури? Да, я играл в Фури. Фури намного адекватнее. Там ритм, игра. Там ты музыку слушаешь и понимаешь, что происходит, блин. А этот кал говна. Как она сравнима в Фури? Бабл. Какая аналогия тут?
По крайней мере, в Фури ты понимаешь, что сейчас произойдет, потому что ты знаешь, что в данный момент, вот в этом отрезке трека будет делать тот или иной босс и так далее. То есть ты такой, типа, уворачиваешься там, типа, отбиваешь снаряды, может, еще что-то делаешь. Но, блин, там это все справедливо. А тут нет справедливости. Ты просто сражаешься с Юнити, блин, боссом, который в анимации кривой, просто шоп, просто охереть. Но я не понимаю. Ты как будто бы с пингом каким-то безумным играешь в его игру. Тебя как будто вынуждают играть против игрока, у которого пинг 0, а у тебя 500. Такое ощущение происходит в этой игре на данный момент. Я не понимаю, что от меня хотят. Не, ну Фури я бы тоже прошел, кстати, на стриме до конца прям. Но Фури сказать, что кривая херня, и вот мне, ну, просто реально, ну, язык не поворачивался сказать. У меня не было такого, чтобы я прям сказал, что это кривая, ну, игра конченая. Но тут я, блин, просто 100% готов сказать, что вот, по крайней мере, конкретно с этим боссом, который вот сейчас вот стоит передо мной в этом разломе, просто полное говно. До этого игра была просто, ну, баунти. Понимаете, райское наслаждение. Я кайфовал, я получал удовольствие. Но стоило дойти до этого босса, как, ну, у меня моментально жопа сгорела, потому что от меня требуют, блин, что? Что от меня требует? Блин, просто что от меня требует? Вопрос. Потому что ответа у меня нет. Понимаете? От меня скилла хотят? Нет, скилла тут нету, потому что эта мразь пробивает любое парирование. То есть урон будет идти в любом случае. Ты умрешь по-любому. Что от меня хотят? Что? Что вопрос? Я как вот это вот Синди, которая орет по поводу вот типа... Был же видосик такой классный на ютубе там, ну или вообще. Вот. Что ты хочешь? Очень страшное кино. Чего? Вот это вот. Я не понимаю, что от меня хотят. Вот это я буквально сейчас. Я сейчас прыгну! Фил, спускайся оттуда! Что ты там делаешь? Будь благоразумен! Осточертела эта работа! И эти долбаные тупые тинейджеры! Я Подожди, покончу не с делай этим! этого! Мы поможем тебе! Ну, конечно, Бобби не убивал. Тогда кто? Я не знаю. Если убийца был ночью у тебя в доме, почему он не убил тебя? Потому что он с нами играет. Неужели не ясно? Он как хочет, так и водит. Мы не можем сообщать в полицию. Он где-то рядом, следит за нами и чего-то ждет. Чего ты ждешь? Чего ты ждешь? Вот я, да. Это я. Чего я жду? Чего я жду? Получай, сучка! Да, да. Бля, вот реально, хочу сказать разработчику, бля, чего ты ждешь? Бля, приезжай ко мне нахуй и разъеби мне ебало нахуй, или что ты хочешь, блядь, со мной сделать? Вот реально, нахуй ты, блядь, создал эту, блядь, пизду вонючую, блядь. Я просто не понять не могу, нахуй. Чё ему надо от меня, нахуй?
просто не понимаю.
Чего ты ждешь? Is the deed done? Не, вы гляньте на это говно. Oh, how I miss this rush! Ну да, ну да, ну да, ну да. Не, ну вы гляньте на это говно. Almost worried for a moment. Что от меня хотят? Что от меня хотят? Ну, может быть. Может быть. Причем какой еблан, блять, вот просто, ну... Вы понимаете, да, что они сделали? Они просто такие, типа... Давайте-ка мы въебем у вороты на альт. Альт. Альт! Не Ctrl, ничего, а альт нахуй. Блять, у меня вот ёбаный в рот. Хилки не работают. Ворота не работают. Что от меня хотят? Что?
Что? Что я должен сделать? Что? В битве с этим боссом, вот что конкретно от меня хотят? Что? Блять, я даже въебал, блять, хилку, блять, просто на ровном месте. Ну, видимо, так и есть. Beast, is the deed done? A foregone conclusion. Beast, is the deed done? Ну да. Да пошла ты нахуй, блядь. Ой, боже, ой, боже, ой. Beast, is the deed done?
Вы видели, как я парировал? И этого мало. Надо больше, но... То есть даже секера не требует такого говна. Секера хотя бы все справедливо. Ну да, ну да, ну да. А как подгадать этот момент, когда ты пизда вонючая прыгаешь нахуй? Как? Я же не знаю, блядь, твоих менструальных циклов, пизда ты вонючая нахуй. Когда у тебя ПМС начинается, блядь. Была бы шкала твоего ПМС нахуй, блядь. Я бы, бля, понимал, нахуй. Но нет, блядь, его нету. Просто, в принципе, в природе, блядь. Beast, is the deed done? На. Ну да, ну да. Тяжелый удар даже не дает делать. Almost worried for a moment. В чем смысл моего героя, если у него даже, ну, тяжелый удар не работает? Хорошо, дальше буду работать с этим мечом, получается. Смысла на другой меч переходить вообще ноль. Ноль. Beast, is the deed done? Да дай ты мне нахуй, блядь, пространство гондонское, это животное нахуй. О, боже, ой, боже, ой, боже, ой, боже. Как вообще биться с этим говном вонючим? Типа, есть адекватный какой-то путь? Мега адекватный путь есть? Неужели вот
от меня разработчики требуют того, чтобы я бы просто сходил, блядь, где-нибудь там вкачался на 99 уровень, нахуй, вернулся сюда. На 99 уровень. Almost worried for a moment. Almost. Нету такого. Beast, is the deed done? А, прыжок. Ой, говна прыжок, блядь. А как подгадать момент, когда стоит от тебя отойти, блядь? Your time draws near. I expected more. Да нету. Нет такого. Beast, is the deed done? Ну да, ну да, ну да. Beast, is the deed done?
Бля, ёбаный рот. То есть от меня такой игры ждут, да? Боже, да. Да. Вот просто в одну секунду въеби нахуй, блять, хуйню на всю карту, чтобы я такой не смог убежать даже, блять. Давай. Beast is the deed done. Ой, бля. А как уйти от этого? Как просто уйти от этого? Я, блядь, прыгнул нахуй. Я увернулся, блядь. Как? Ёбаный рот. Игра. Beast is the deed done.
То есть это такая игра, что ли, где требуется прокачаться максимально? То есть от скилла не зависит. Если характеристик не хватает, то это дрочь превращается. Бля, заебал. Мне просто хилок не хватает на то, чтобы сразиться с ней. У меня хилок нету. Я просто не могу, блядь, сразиться с ней из-за того, что не хватает хилок. Beast, is the deed done? Your time draws near. Oh, how I miss this rush. Привет, Бертоль.
Не то, что с откатом. Это говно копится еще и от ударов. Это не кулдаун, нихуя. Да, я не знаю, я даже, ну, точнее, в Конго не играл. А, у него full хп. Нормально, спасибо, да. Не, это в натуре классно. Не, ну женщине надо помогать, да, ну. Конечно, ей надо помогать, да. Ну, то есть, блин, да. Отхилить ее надо, да. Ну, это же, ну, все-таки женщина. Да. Окей, да, действительно. А если бы я выбрал пол персонажа женщины, может, мне бы тоже отхилили хп? Нет? Нет, наверное, да, скорее всего, но... Ну, как-то, бля, хуй пойми, бля, тогда, ну... Не знаю даже. Ну, хочется сказать этой игре, иди нахуй. Чисто иди нахуй, да. Пошла нахуй эта игра. В рот ебал. Чистой воды рот ебал. В рот страл. И все вот это вот. Все, что нужно вот. В рот этой игре, блядь, сделать. Вот, да. Ну да, ну, бля. Нормально, я сквозь текстуру ушел. Да. Не, нормальная, хорошая игра. Нет, реально я до этого ее хвалил. Но босс-файт этот, блядь, меня максимально, бля, выебал нахуй. Надо отвлечься, да. Таранта, блядь. Не, ну этот босс, тот, с которым я сражался сейчас в протяжении 2 часов, может быть 3 часов,
Я не знаю. Она, ну, максимально меня, ну, как-то этого... Да, я понимаю, я понимаю, я понимаю. Все эти моменты классные, я понимаю. О, боже, какая же херня, боже мой. Четкая игра. В натуре классная. Да, и мои хилки там находятся. Ну, благо их взять можно хотя бы. Так, 17 тысяч. Типикал сосалик. Не, это нихуя не типикал сосалик. Блять, типикал сосалик был бы в том случае, если бы, блять, я мог бы с этим говнобилдом своим разъебать ее. Ну, в том плане, что чисто на скилле вывести. Но на скилле вывести-то ее невозможно. Она же, сука, блять, такая пизда, которая, ну, недосягаема до меня. Она же вся такая, бля, безупречная, она. Armored Core 6. Но не смог до конца поиграть. Нихуя там нормально. Душ. Сорвать джедай. Та, которая про рыжего апа. Ну, рыжий ап прикольный, да. Beast is the deep done. Да, 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 да. Прыжок, который невозможно. Your time draws near.
А, иди нахуй, а. Фул хп, серьезно? Да? Снаряды? Снаряды, да? Пошла нахуй, блядь. Ебаная пизда, блядь. Серьезно, блядь, снаряды, блядь. После всего, что было, да? Ладно, хуй с тобой, блядь, снаряды, да? Ну, блядь, ёбаный рот, нахуй, блядь. Ты, сука, пизда вонючая, блядь, хилишься на фул хп, а потом еще и снаряды пускаешь. У тебя новый мувсет появляется. Не, ну, блядь, разработчики на этой пизде, блядь, дрочили просто жестко. Дрочили просто ебать, блядь, дрочили нахуй. Как же они дрочили на этой пизде? Как же они дрочили на этой пизде? Да. Не, напрямую говорят, эта игра такая. Мне просто, ну, я пытался пройти на скилле, но мне напрямую говорят, игра
полностью на другой теме. Скилла тут нет. Только гринд. Игра про гринд. Гринд гридом покрывает. И все. Игра про гринд. Это пиздец печально на самом деле. Охуеть. Печально. Beast is the deep lunge. Ну, это оружие не работает. Хотя, казалось бы, безупречное двуручное оружие Вельта. Безупречное двуручное, блять. Прокладка Вельта, нахуй. Вот что из этого. Ну, блять. Что это вообще такое? Пиздец, зря прокачивал только нахуй. Кал ёбаный.
Так. Астральный кинжал.
Да. Я тупо вернулся назад. Классно. Да. Да. Ну да. Я максимально не понимаю, что от меня хотят. Я это уже делал.
И чё? Вопрос. Здорово, друг. Сейчас подойду-ка.
А, я все хилки потратил. Я все хилки потратил. Я хуй знает, что от меня хочет эта игра тогда. Чё ей от меня надо вообще? Ну, в рот ее я, ну, ебал максимально. И так далее. Я не понимаю, что она хочет от меня. Ну, давай, тогда вот просто уберу всю эту хуйню. Давай. Вот так вот уберу, да. И все, давайте сделаем вот под эту хуйню. Вот так, да. Угу. Все, вот под это говно. Вот так. Вот теперь норм? Или как? Или все еще хуёво, блядь? Я не понимаю, что от меня хотят.
Ну я как бы, отхилился нормально, да, вроде бы, но в то же время игра такая, пошел ты нахуй. Не, я понимаю, хорошо, нормально. Ну, то есть я привык к тому, что игра меня нахуй посылает. Это привычно. Ебать, давай 1000 лет ждать, давай, 1000 лет ждать, нахуй, пока лифт там, блядь, отуплится, нахуй. Заебал. Моментальный лифт, это так охуенно. То есть эти долбоебы, блядь, даже не подозревали зачем. Промо делали, блядь, кулдаун на то, чтобы лифт поехал наверх. Или вниз. Ебать они долбоебы, бля. Не. Относительно новая игра. Какая ебаная хуйня, боже мой. Ебать. Господи, дай мне сил, нахуй.
Вот и все, блядь. Вот я и забрал на то, что мне нужно. Котенок, котенок.
Как же ты долго дрочишь свой навык, блять, заеба. Beast О. is the deed done. Заеба, бля. Не, ну это обязательный босс. Это обязательный босс, которого надо вот так вот убить. Ебать. Не, серьезно, а чё от меня хотят вообще, ну... Блять. Разрабы. Что от меня хотят вообще? Чтобы что я сделал, что вообще? В чем их вообще, ну... Основной посыл. Beast is the deed done. Что от меня хотят, я вообще не понимаю. Что от меня хотят? Beast is the deed done.
Угу. Даже так, еба.
Açıkın касатка. Açıkın takını büyükleri. Бул. Залга бары булу. Залга көрді. Beast, Аны бары чыкты. deep down. Ебать по спаме. Нормально. Короче, ебал я в рот эту игру. Пойду спать. Спокойной ночи, ебать.